включить микрофон. Раз, раз, раз. А теперь давайте напишем, видно меня, слышно. Саша, мне видно и слышно? Слышно. Ура! Наконец-то тёкает нам. Ткачук, здрасте, приветствуем Рим, Елена не слышно, Евгений Соколов есть, Женя Махметова, здрасте, Баринова, здрасте, Марина, здрасте, Греточ, здрасте. Нас сегодня около 11 тысяч участвует в этом вебинаре, также в зале сейчас находится около 20 человек, в общем, нас очень-очень много. В нашей школе на сегодняшний день около 1 миллиона человек, чуть-чуть больше 1 миллиона. Это говорит о том, что эзотерика показывает свою эффективность, рождается. Ряд писем, которые на сегодняшний день пишутся мне, объясняют эффективность этой эзотерики. Наверное, видите, как она эффективно работает в ходе и лечения, и выстраивания жизни и так далее. Очень часто во время своих вебинаров, а также во время своих эзотерических семинаров я говорю о том, что человек должен испытывать счастье и радость. И часто люди пытаются испытывать счастье и радость, живя в настоящей жизни, и у них ничего не получается. И я объясню, почему так происходит. Дело в том, что невозможно научиться испытывать радость мгновенно. Так не бывает. Человек не может научиться испытывать радость в случае, если он ее до этого никогда в жизни не испытывал. Человек должен медленно обучаться, испытывать радость, и для этого у него должна быть мотивация. То есть он должен хотеть, чтобы в его жизни появлялась какая-то радость. Можно ли этому научиться? Да. Итак, открытие номер 1, с которым я хочу вас обучиться работать, наверное, это открытие, которое звучит так. Вы хотите, чтобы в вашей жизни было много психической энергии и, наверное, хотите, чтобы в вашей жизни появилась радость. Обучайте себя эту радость испытывать. Каким образом? Произносите себе на протяжении 1 дня такие слова. Я испытываю сейчас радость, потому что рядом со мной находится, и дальше начинаете говорить, моя жена. Или говорите себе, я испытываю радость, потому что сейчас рядом со мной находится мой ребенок. Или я испытываю радость, потому что рядом со мной находится, или потому что на улице весна. Или я испытываю радость, потому что я сытый. Или я испытываю радость, потому что я одетый. Таким образом, вы плавно переконвертируете или переформатируете свое восприятие окружающего мира, потому что это даст вам возможность немного, не торопясь, начать испытывать от жизни какое-то состояние радости. Вы себя по чуть-чуть начнете этому обучать. Я могу сказать об ошибках, которые совершают люди. Одна из самых страшных ошибок, которые были в моей жизни тоже, заключается вот в чем. Итак, расскажу историю. В свое время, когда родился у меня мой сын Эдуард, я очень раздражался в тот момент, когда он рос. Меня раздражало, как он ест, как он спит, как он шепчется, как он неправильно говорит, как он неправильно общается и так далее. Со временем я пробовал использовать различные методики, которые, по моему мнению, должны были мне помочь. То есть я пробовал использовать методику необращения внимания, не помогало. После этого я использовал методику медитации, не помогало. После этого я пробовал использовать всевозможные психические методики принятия. Я принимал, что он как-то себя не так ведет, или принимал, что он себя как-то не так ведет. И у меня ничего не получалось. Приходило время, я при одном и том же случае вновь наступал на свои же собственные грабли и вновь кричал с вытаращенными глазами на своего ребенка, кричал: идиот, дебил, ты меня заколебал. Наверное, все знают эти истории. Когда мы растим наших детей, у нас появляется состояние страдания, мы бы хотели, чтобы они делали, это вызывает у нас страдания, мы не можем сдерживать эмоции, и после этого эти эмоции нас начинают болезненно мучить в виде совести, наверное, да. Так вот, со временем я понял, каким образом можно это убирать у себя. Я могу этому вас обучить. Это сделать очень несложно. Объясняю, как это выполняется. Итак, правило номер 1. В виде вот такого вот правила или такой практики. Я принял за себя в виде определенного внутреннего понимания,
себя, или я принял понимание того, что я никогда сразу не реагирую на свои чувства. Я сдерживаю всегда в 100% свои чувства и не позволяю этим чувствам мгновенно вырываться. То есть, когда бы или в каком бы случае мой ребенок, или мои близкие, или мои знакомые, когда бы меня люди не раздражали, я не позволяю себе раздражаться. Я не делаю то, что делает большинство людей. Большинство обыкновенных людей являются теми людьми, которые, попадая в свои страсти, не могут этими страстями контролировать. Почему? Страсти одерживают верх и заставляют после этого человека страдать. Поэтому человек, который идет на пути духовного роста, он должен, наверное, умудриться или должен воспитать в себе характер, который может не подавлять страсти, а управлять этими страстями. Итак, правило номер 1, правило моей жизни, которое я принял для себя. Никогда не реагируй в виде яркой эмоции на то, что тебе хочется сделать. Я никогда этого себе не позволяю делать. Как бы я ни хотел накричать на своего ребенка, никогда этого не сделаю. Как бы я ни хотел наругаться или воспитать кого-то из со своих близких, я этого никогда не сделаю. Я не делаю этого принципиально. Первое. Когда вы научитесь этого не делать, то после этого вы все равно это сделаете. Знайте, это второй подводный камень, с которым вы, скорее всего, столкнетесь. Этот зловещий подводный камень заставит вас вновь вернуться к той же ситуации, и вы это сделаете гораздо сильнее, чем раньше. Если вы будете терпеть первый день и не скажете, второй день и не скажете, третий день и не скажете, то на 5-й день вы будете не просто говорить, вы будете кричать ярче, чем если бы вы кричали по чуть-чуть и много раз. Если из этого какой-то выход, да, в тот момент, когда вы испытываете состояние, которое вызывает у вас страдания, попробуйте ощутить накопившиеся состояния впоследствии, как боль, которая есть в вашем теле, и постарайтесь в сторону этой боли посмеяться. Это очень хорошо действует. То есть в тот момент, когда мой ребенок мешает мне нормально функционировать, я переживаю по поводу того, что он невоспитанный, нехороший, неправильный или еще какой-нибудь, я испытываю это в виде состояния боли. Извините, и после этого я просто смеюсь в ту сторону, где я это ощущал. Я делаю это ха-ха-ха-ха-ха. И после этого меня это отпускает. Это длилось в моей жизни несколько лет. Контролировал в себе эти состояния, после этого я смеялся в свои состояния, и после этого они меня отпустили. Вы представляете, я живу без состояний, когда ребенок раздражает, я живу без состояний, когда жена раздражает, когда раздражает кто-то на работе, я живу без этих состояний. Скажите, мне легче или тяжелее? Если такие состояния заставляют человека страдать, то тогда убирание такого состояния, которое заставляет человека страдать, автоматически включает новое состояние, когда человек радуется. Таким образом, меня больше радует это, чем я больше страдаю. Скажите, удобно так? Конечно, я очень хочу порекомендовать данную очень простую методику. В тот момент, когда вы очень сильно страдаете, или в тот момент, когда вас что-то раздражает, не делайте этого. Чувства, они очень часто зашкаливают и очень часто взрывают. Таким образом, ваши чувства в этот момент, они бесконтрольны, и вы потом себя начинаете мучить за то, что вы проявляете вот такие чувства вот в такой агрессивной, не в очень хорошей манере. Понимаете, в этот момент можно быть кем угодно, но очень часто люди становятся очень жестокими по отношению к близким людям. Как вы думаете, для чего человеку дана семья? Я хочу вас научить или хочу вам объяснить, для чего человеку дана семья. Давайте я вам скажу. Многие люди думают, что семья дана для того, чтобы в семье люди друг друга подкалывали, чтобы друг друга воспитывали, друг друга унижали, друг друга уничтожали, тыкали носом, использовали в виде рабов, без конца защищали там кого-то и против кого-то настраивали. Но многие люди думают, что семья именно для этого. Так вот, я вам хочу дать определенные знания. Они звучат так. Создано для того, чтобы поддержать того человека, кто является твоей семьей. Представляете? А когда ты поддерживаешь человека, то ты его должен заклевать или поддержать. Ну, друзья мои, если вы любите тех людей, которые рядом с вами находятся, то вы должны их поддерживать.
Это же как бы логическое завершение вообще семьи. Поддержи того человека, который с тобой рядом живет. Не надо его подкалывать, не надо его уничтожать, не стоит его обижать, не стоит его без конца воспитывать. Поддержи. Ведь очень часто этим деткам, которых или там мордуют в этой школе, им гораздо важнее не воспитание еще и дома, не объяснение того, как нужно сидеть за столом, или как не нужно сопливить, или там, как не нужно разговаривать. Им необходима поддержка. Ведь семья создана для того, чтобы поддержать. А поддержать это значит восхищаться. И в тот момент, когда ребенок не застелил кровать, вы начинаете говорить: вот ты там не застелил кровать, сколько это может продолжаться, твой отец застилал, твой дедушка застилал, ты не застелил. В этот момент вы должны сказать: вот ты еще не успел застелить постель, ну ты даешь. Ничего страшного, сейчас застелим вместе, да. Почему? Поддерживайте человека, ведь семья создана для того, чтобы поддержать человека, ведь это как бы само под собой подразумевает: одному тяжело, двоим легче, двоим тяжело, троим легче, троим тяжело, пятерым легче. Поэтому чем больше семья, тем больше поддержка. Да? Появляется вот такое понимание, да, что или для чего делается вот такая семья. Почему люди не хотят объединяться в семьи? Они не понимают, что такое семья. Они не понимают, что семья создана для поддержки друг друга. Они не понимают, что семья создана для того, чтобы можно было другому человеку, там, когда он болеет, поднести воду, поухаживать за ним. Они где-то не понимают, что семья создана для того, чтобы помочь детям вырасти, и чтобы потом, когда будешь старый, чтобы дети помогли тебе. Многие люди не понимают, и для них семья – это бесконечный фронт с военными действиями, где можно использовать, эксплуатировать. Семья с позиции восхищения – это семья, в которой отсутствуют слова «кто главный». Это настолько не важно, кто главный. Я главная в семье, он главный в семье. А это что такое? Неужели для семьи, в которой важна поддержка, имеет значение, кто главный, а кто не главный? Ведь гораздо важнее, наверное, кто будет тебя поддерживать. А поддерживать — это значит не осуждать. Почему? Ну подумайте сами, если один человек осуждает другого человека, то, скорее всего, тот человек, который осуждает, это человек-судья. А тот человек, которого осуждают, это подсудимый. И теперь скажите, вы хоть раз слышали историю, при которой судья и подсудимый могли долго прожить? Нет, наверное. Ну вот я вам могу сказать, как быстро выгнать из дома своего любимого человека. Воспитывайте, и очень быстро он от вас уйдет. Поэтому чем больше осуждений: ты не такой, ты не так делаешь, ты не так зарабатываешь, не так смотришь, у тебя не такие щеки, не такие волосы, не такие ногти, ты не такая, там, ты еще какая-то. Конец. Почему? Судья с осуждаемым долго жить не может, потому что один из них обязательно должен куда-нибудь сбежать. Такая семья, и после этого эта семья говорит мне: мы не можем найти общий язык. Как он может быть, если один из них все время воспитывает, осуждает, если в семье отсутствует доверие, никто никого не хочет поддерживать? Часто мы находим такие семьи, или часто ли мы это видим? Знаете, Бог или божественная энергия – это та энергия, у которой нет тела. Почему? Подумайте сами. Только физическое тело стареет, а у Бога тела нет, поэтому Он никогда не стареет и всегда существовал. А теперь скажите, то может ли существо без тела услышать? Наверное, нет. А сможет ли это существо увидеть? Наверное, нет. А сможет ли понюхать? Ну, наверное, нет, да. Тогда о чем можно сказать? Я могу вам сказать: Бог не слышит ваших молитв. И никогда их не услышит. Почему? Потому что это энергия, которая отличается от человеческого существа тем, что у человеческого существа есть тело, у этой энергии тела нет. Таким образом, человек на пути к Богу, наверное, должен стремиться делать так, чтобы не осуждать, не воспитывать, поддерживать то, что он делает для людей. Никогда еще счет нам не пришел за то, что у нас не хватило кислорода на улице. Никогда не то, что у нас не хватило воды в речках. Правильно? Счет не пришел ведь, да? Значит, это делается безвозмездно. А скажите, эта энергия поддерживает человека? Очень часто поддерживает.
Поэтому я могу вам сказать, что когда человек движется на пути к божественной энергии и пытается развить у себя канал ясновидения, он должен понимать, ясновидение – это как смотреть глазами Бога. Правильно? Это смотреть куда-то и видеть будущее, как видеть время. Почему? Потому что человеку свойственно тело, и значит он умирает. Значит, для того, чтобы обрести канал ясновидения, человек должен либо лишиться тела, либо быть тем человеком, который близок к Богу. Согласны с этим? Тогда вопрос, можете ли вы, находясь в состоянии гиперэмоциональности, внутренней грязи, бесконечного обвинения кого-то, неумения управлять собой, бесконечной грызне, бесконечном переживании, развить у себя такой канал и стать таким, как Бог? Ну как? Каким это образом? И для того, чтобы стать ясновидящим, наверное, нужно быть ближе к Богу. Правильно? А как формируется элемент ближе к Богу? Он формируется с элемента семья. Почему? Семья самое тяжелое, что есть у человека, и одновременно самое счастливое, что есть у человека. Как я просыпаюсь? Когда я утром просыпаюсь и лежу рядом со своей женщиной, открываю глаза, и она рядом со мной лежит. Я говорю, я счастлив от того, что она рядом лежит. Вы представляете, со временем мне не пришлось говорить об этом, потому что это сейчас понимается само по себе. Естественно, когда я вижу этих деток, я понимаю, что эти детки, им есть что кушать, что им есть где спать, что им есть что одеть на них, и я от этого счастлив. Это и называется моя мужская реализация. Представляете, это медленное воспитание своего духовного поля, медленное воспитание ощущать себя счастливым человеком без ничего. Тогда скажите мне, если у меня такое большое количество счастья в жизни, нужно ли, меняет ли значение то, где я нахожусь? Ну нет, поэтому я никуда не убегаю. Почему? Мне все равно, где я нахожусь. Для меня очень важно, чтобы в этот момент находилась рядом моя семья. Поэтому если моя семья рядом со мной в Киеве, то я счастлив в Киеве. А если моя семья рядом со мной в Тюмени, то я счастлив от того, что они рядом со мной в Тюмени. Вы знаете, очень часто я произношу эти слова. Я очень часто говорю, настоящему эзотерику не имеет значения, где жить. Почему? Чем отличается настоящий эзотерик от обыкновенного человека? Настоящий эзотерик отличается от обыкновенного человека тем, что обыкновенные люди, они живут по материальным законам. Кто сильнее, тот и победит. Кто быстрее, тот и победит. Кто моложе, тот и будет более сексуальным. Кто более сексуальный, тот и более, там, я не знаю, там, найдет кого-то нужного. И весь этот мир в этой конкуренции, а конкуренция, чтобы вы понимали, она очень большая, потому что несколько миллиардов человек, не дает возможность большому количеству людей конкурировать. Что такое эзотерика? Эзотерика – это выход из этой конкуренции, потому что знание, управление этой эзотерикой или вот этими философскими мировоззрениями делает человека автоматически более успешным, более фартовым, очень богатым. Почему? Я не понимаю тех эзотериков, которые рассказывают о том, что я занимаюсь эзотерикой, но у меня нет денег, но зато я развил у себя что-то. Да, потому что по-настоящему занятие эзотерикой делают человека автоматически успешным финансово, автоматически успешным в семье, его автоматически успешным и здоровым, а его детей автоматически успешными и здоровыми тоже. Скажите, это правильная эзотерика? Вот представитель этой эзотерики сидит перед вами. Могу вам сказать, что заниматься такой эзотерикой возможно, потому что такая эзотерика делает человека без особой конкуренции, не особо тратя усилия, делает его совершенно другим. То есть вне конкурентной особенности окружающего физического мира. Согласны с этим? Итак, конечно же, очень часто люди говорят мне: Наташа Бобричук, привет, позвони мне. Ребята, что это вы в чате пишете такое? Ага, О. Тут такое пишут. Я сейчас расскажу по поводу голодных духов и там про эти все моменты, все вам расскажу. Итак,
Сегодняшняя тема, она сейчас первую часть имеет. Это я умничаю за жизнь, как я обычно говорю перед семинаром, а бесплатно умничаю, да. А после этого уже буду вам отвечать на вот эти вопросы. Поэтому напишите мне их еще раз. Итак, сегодняшний семинар, он у нас как-то ушел в тему, которая связана, наверное, с семейными отношениями, а также и зачем я это все сказал? Вы, наверное, заметили, когда вы начинаете читать заклинания, для денег, то у вас появляются непонятные, несвойственные вам перекосы вашего эмоционального статуса. То есть почитали заклинания для денег, и после этого кидаетесь на окружающих людей, которые ни в чем не виноваты, пытаетесь им что-то доказать и так далее. Почему это так устроено? Дело в том, что такие перекосы действительно происходят, и они связаны с двумя элементами. Первый, вы тратите психическую энергию, которая возникает только в том случае, если человек испытывает состояние радости, и когда начитали мантры для денег или заклинания для денег Дуйко, то вы растратили эту энергию, и у вас сразу же портится настроение. Знаете, как восполнять эту психическую энергию, а теперь знаете, вы себя плавно по чуть-чуть готовите к тому, чтобы испытывать удовольствие от того, что рядом с вами находится что-то. То есть вы себе произносите как мантру: «Я счастлива, потому что и на улице весна, и месяц май, там, я приезжаю к тебе, поскорее прилетает», да, там песня будет. То есть вы стараетесь максимально улучшить свою жизнь, в которой вы живете, объясняя себе или произнося себе, почему же вы счастливы в этот момент. Дальше, а вы знаете, что этот момент того, когда вы себе это произносите, еще и концентрирует вас в настоящем моменте. А теперь тема номер 2. Когда вас засасывает волны старости, они делают все для того, чтобы вы как можно быстрее постарели. Поэтому чем больше и чем чаще вы вспоминаете прошлое, тем быстрее вы постареете. Вы знаете, есть общество такое, которое запрещает детям воспоминания. А как обычно делают люди? Произошел какой-нибудь кризис, и человек говорит: вот очень плохо, вот почему он меня там оставил, я ему ничего не делала, он уехал с другой женщиной. Но он же уехал вчера, или позавчера, или еще год назад, или еще какое-то время назад, да, а вы без конца начинаете вспоминать, тогда что происходит? Вы в этот момент стареете. Вот почему женщины, от которых уходят мужья, быстрее стареют, чем их мужья, которые уходят от этих женщин. Почему? Потому что для них обвинение все время возврат элемента прошлого, а для этих мужей все время проживание настоящей жизни. Это, кстати. Ну и наоборот, когда от мужчины уходит женщина, он очень сильно обижает, которая от него ушла. Она, как известно, молодеет и расцветает и так далее. Тогда как-то некорректно получается. Человека бросили, при этом он еще и стареет. А почему так происходит? Теперь вы понимаете, потому что каждый раз, когда человек ныряет в прошлое, он стареет. Вы знаете, почему мы любим детей? Почему мы детей любим? Что такого есть в ребенке, что ребенок растет, вот 1 год ребенку, 2 года ребенку, и мы их так искренне любим, обожаем, там, зацеловываем, причем своих, чужих не имеет значения. А потом до какого-то момента, потом раз, и так искренне не любишь ребенка. Почему так происходит? Ответ этому есть. У детей нет прошлого. Они не думают о прошлом. Почему они живут вот такой вот жизнью и не думают о прошлом? Дело в том, что чем больше у вас прошлого, и чем сильнее вы о нем думаете, тем больше вас ненавидят окружающие люди. Почему? Прошлое – это мир мертвых. Скажите, приятно общаться с элементом наполненность миром мертвых? Наверное, не очень приятно, да, потому что все, что имеет старость, оно все имеет плохой вкус и запах. Замечали? Ну, кроме французского сыра, да. Таким образом, могу сказать, что в большинстве своем, чем больше у вас возврата в прошлое, тем больше у вас будет ненависти окружающего мира. Естественно, научить человека вспоминать, научить человека ненавидеть, научить человека тянуть, и очень быстро вокруг этого человека появятся люди, которые его искренне не ненавидят. Стань как ребенок, перестань тянуть, кто тебе что сделал раньше, перестань тянуть и упрекать из-за того, что что-то произошло. Не ищи первопричины, как это обычно делают
многие люди. Вот я сейчас найду первопричину, вопрос, зачем? Ну что она даст, эта первопричина? Нашли ребенка, который, вот есть отец и сын, и мать, да, допустим, муж, жена и ребенок. Ребенка сбила машина. И после этого, что важнее, найти первопричину, из-за чего сбила машина, или помочь этому ребенку? Давайте я скажу, что важнее. Нужно помочь этому ребенку. Тогда, как обычно это бывает, мужчина и женщина начинают вытаращиваться, кричать, это ты виновата, это ты. Скажите, это важно? А это совершенно не важно. Разве важно знать из-за чего или почему, когда гораздо важнее понять, как помочь? Тогда скажите, из-за того, что папа напился 3 дня назад, из-за этого мама ночь не спала, не досмотрела ребенка, теперь мы знаем об этом. Скажите, а что мы можем сделать? Как мы можем этому ребенку помочь, если его машина сбила? Никак, тогда никак и нельзя помочь. Почему? Любое событие прошлого – это событие, которое умерло. Общаетесь к прошлому, тем быстрее оно появится в настоящем. Таким образом, я могу вам сказать, что самое простое для изнасилованной женщины – это как можно быстрее не думать об этом. Понятно? Как можно быстрее не думать. Когда вас оставили, обидели, вам нужно как можно быстрее не думать об этом. Потому что когда вы думаете, вы ставите клише в своей жизни в дальнейшей, как печати, и это вновь будет происходить, и вновь будет происходить, и вновь. Поэтому чем чаще вы тянете что-то из прошлого, тем быстрее это прошлое будет находиться в вашем настоящем. Как это обычно бывало? Физическая травма через время оставляет чувство физической травмы и через время остается только в виде воспоминаний. Верните воспоминания об этой физической травме, и после этого к вам вернется чувство об этой физической травме, и вновь такая физическая травма произойдет. Почему? Мы таким образом вытягиваем из прошлого события, которые будут в нашей жизни повторяться. Поэтому, когда человек говорит, я найду первопричины и после этого их изменю, появилась такая сила, что он может нырять против течения жизни. Знаете, это с какой вдруг стать? Таким образом могу сказать, что если человек и хочет что-то вспоминать, то тогда пусть ориентируется на воспоминания только хорошие. И то я считаю, что делать этого не стоит, потому что таким образом человек умирает быстрее. Таким образом, чем быстрее вы хотите постареть, тем больше вспоминайте хорошие жизни из прошлого. Таким образом, река жизни вас совершенно унесет. Скажите, я вас что, запугал, что такие невеселые? Того, что я сижу в этом затхлом, непроветриваемом кабинете, в котором совершенно нечем дышать, в большом количестве. А есть сквозняк? Супер. Ура! Естественно, когда человек говорит, у меня ничего не получается в жизни делать, у меня ничего не получается, мне как-то не везет и так далее. Я ему обычно задаю один и тот же вопрос. Я говорю, вы счастливы? Человек говорит, что значит счастливы, у меня ничего не получается. Но как же у вас получится, если вы несчастливы? И человек говорит, ну, я же должен, в моей жизни должна произойти фарт или еще что-то. Ну, почему должна? Разве у вас есть ориентир на то, чтобы это найти? Если у человека есть ориентир на то, чтобы найти счастье, то тогда он его обязательно найдет. Почему? Если жизнь человека – это река жизни, а человек – это пароход, который плывет по реке жизни, то этого парохода, у него должен быть конечный путь. Наверное, должен быть какой-то путь. Если этот путь есть, то он должен быть как-то указан для капитана на карте или в виде какого-то порта, правильно? Точно так же и в нашей жизни. У нас обязательно должен быть ориентир и большой, и маленький. Человек не может жениться или выйти замуж. Нет такого ориентира. Почему мужчина или женщина не могут быть счастливыми? Нет такого ориентира, чтобы ориентироваться на красоту. Нет такого ориентира, чтобы ориентироваться на счастье. И человек начинает искать. Сегодня была женщина у меня и говорит, Андрей Андреевич, у меня очень много проблем в жизни. И эта проблема. Это все связано с тем, что меня вампирят, там подкачивают, там сглазили и так далее. И ей задал вопрос, вы в течение дня можете о чем-то другом думать? Она говорит, нет, я в течение дня ищу возможности почувствовать. Вы знаете, что подключиться к человеку можно только через первую чакру, знаете, да? Подключиться к человеку можно только через первую чакру, она самая слабая у человека. Помните йогу, там 4 лепестка лотоса,
К 7-й невозможно подключиться, там 1000 лепестков лотоса. Поэтому первая чакра, она самая слабая. А скажите, что происходит, если у человека закрывается первая чакра? Давайте я вам скажу. У него происходит запор. Таким образом, скажите, если к вам подключатся к первой чакре, то что они там могут высосать из вас? Скажите мне. Я что-то этого не могу понять обычно, знаете. Ну пусть сосут уже из первой чакры, может запор исчезнет, знаете, у вас. И скажите, сильно они могут отсосать этой энергии? Ну, наверное, много могут, да? Только пусть вот так делают. Серьезно. Если вы считаете, что кто-то сосет из вашей первой чакры, то понюхайте этого человека. Потому что обычно сосущие из этих чакр люди должны иметь соответствующий запах. Нет, серьезно говорю. Потому что это настолько заколебало меня уже этими подключениями. Люди как с ума сошли. Насмотрятся какое-нибудь видео, да, и после этого у меня высасывают. Я обычно говорю, откуда высасывают? Ну, как будто шланги. Из первой чакры, да. Ну, отлично. Говорит, чтоб ты захлебнулся. Пусть сосет, вам будет лучше, понятно? Пусть сосет. Пусть сосет, в туалет не нужно будет ходить. Конечно же, когда ко мне люди приходят, я обычно улыбаюсь. Почему? Я испытываю радость от того, что ко мне приходят люди. Естественно, когда они рассказывают о том, что подключается к первой чакре и высасывает из этой первой чакры, ну, это всегда вызывает сомнения. Почему? Кому нужна эта энергия, чтобы из вас высасывать? Вы что думаете, человеку делать больше нечего, только из вас энергии сосать или что? Вы прямо энергетический сгусток, реактор энергии, материальный везунчик, такой бич Божий с элементом фортуны, знаете. Так из большинства людей, кроме глистов, высосать-то и нечего, понимаете? Потому что я понимаю, если кому-то присосаться, то пусть это будет там какой-нибудь премьер-министр, и то непонятно, они все гомосексуальные, там еще заразишься чем-нибудь, если сосать начнешь. Ужас какой. Ну что, всем сосущим с первой чакры привет. Продолжаем. Здравствуйте, Андрей, привет. Не заморачивайте себе голову. Вы вообще настолько неправильно воспринимаете это все. После этого начинаются эти «меня вампирят», без конца подключаются. Я вам хочу сказать, подключиться можно только, если знать, как подключаться. А обычно люди не знают, к чему можно подключаться. Сказать, существует такая эзотерика, можно вот обыкновенного человека взять, вот любого абсолютно, и сделать так, чтобы завтра у него вместо лица вырос хобот. Я говорю вам это честно, я знаю, как это все работает. Ей-богу, если вы хотите, чтобы он у вас вырос и доказать всему окружающему миру, что это невозможно, я готов с вашего личного разрешения с вами это проделать. Я говорю это серьезно. Если вы хотите, даже ждать долго не придется, за неделю вырастет. Дело в том, что я потом это не уберу, будем хирургически отрезать. Но я обещаю, что я умею это делать, я могу это вам показать. Также можно влиять на человека профессионально так, чтобы этому человеку было плохо. Но поверьте мне, это не вампиризм. Полная ерунда, что там вам ставят свечки и так далее. Да, это влияет. О человеке думают люди плохо, ставят ментальные сети. Но они не так сильно страшно влияют, чтобы прямо разрушать судьбу человека. Да, они чуть-чуть влияют, но они не ломают жизнь человека. Понятно? Ломает жизнь человеку то, что он без конца ориентируется на то, чтобы найти что-то плохое в жизни. Напугай человека, и после этого он будет ориентироваться и без конца чего-то бояться. Понятно? Он будет ориентироваться, без конца чего-то бояться, и будет без конца искать поводы для того, чтобы бояться вновь и вновь. То есть чего его обучают? Его обучают находить, будьте здоровы, находить пути страдания и говорить, я страдаю от того, что... Помните, в самом начале я говорил, я радуюсь, потому что, а этого человека обучают, я страдаю, потому что, то есть у обыкновенного человека за счет того, что постарел, появились заболевания, там климакс, увеличилась в размере матка, начала, скорее всего, давить там на почки, я не знаю, там еще на что-то, появилась боль в пояснице, женщина
Пришла к какой-то гадалке, та и говорит, вот тебе из первой чакры высасывает, это сделал тебе там какой-то бывший кавалер, и вот теперь ты это ощущаешь, ты главное почувствуй. И она начинает, утром проснулась, ой, это у меня поясница болит, все, начала сосать, чтобы ты захлебнулся, да. И вот у меня еще яичник болит, о, это тоже уже начинает сосать. И там ноги у меня болят, тоже энергетически высасывают. Голова болит, уже туда добрались. После этого аритмия, и до сердца уже доковыряться. Я не могу понять, как это так люди могут вообще думать об этом. Но, знаете, свойственно обыкновенному человеку. Берите за себя ответственность. Есть ли какие-то элементы, которые помогают человеку избавиться от каких-то вот таких элементов? Да, на следующей неделе будет семинар, который называется «Заклинание от всех заболеваний» от Андрея Дуйко. И через неделю будет семинар, который называется «Избавление от всего существующего зла». Там, знаете, есть такие моменты, когда говорят, там, поделали на неудачу, поделали, чтобы там на импотенцию, поделали, чтобы все время бегал за кем-то, и поделали, на, там, землю насыпали какой-то и так далее. Там около 1000 пунктов, знаете. И вот по каждому этому пункту я пройдусь и скажу, как это убирать, и не делать это медленно, а сделать так. Оп, понимаете. А также объясню, как человека взять из этого состояния, когда ему жутко не везет, и переложить в другое место, чтобы ему жутко везло. Существуют ли такие методы? Да, представляете. И такие методы тоже есть. Это называется знание и управление потоками. Вот так. Что такое, когда с одним человеком поговоришь, и потом становится плохо, и голова кружится? Могу объяснить. Этот человек, скорее всего, вас запугивал. Или вы испытывали состояние страха перед этим человеком. Поэтому, если вы испытываете состояние страха перед этим человеком, у вас выделяется, скорее всего, гормоны надпочечников, ну, может быть, половые гормоны выделяются, разные могут гормоны выделяться. Когда выделяются гормоны в естественной жизни, то головокружение практически не появляется. В случае, если оно во время эмоционального разговора и выделяются гормоны, то после этого может быть головокружение, объяснение. Видите? Поэтому, если вы боитесь человека, если вам нужно провести презентацию, если вы решили для себя, что вы должны очень повлиять хорошо и корректно на этого человека, то после того, когда вы с ним поговорите, уйдете, у вас будет усталость. Вы раздражаетесь, но сдерживаете в себе раздражение, это как короткое замыкание в середине организма. Вы раздражаетесь, но продолжаете с этим человеком разговаривать. Что происходит? Вы с ним разговариваете, в сознании у вас идет тоже какая-то, в сознании идет трата энергии, у вас идет трата энергии в виде чувств, а также вы сенсорно ощупываете свое тело. Вы много энергии тратите? Конечно же, больше, если бы вы не раздражались. Правильно? Вообще я считаю, что раздражение – это хорошее качество. А вот негодование, когда человек вспыльчив и вот сразу же пытается проявить это все, это приводит к тому, что человек становится еще и больным. Я вообще считаю, что все заболевания, от которых болеет человек, есть следствием предварительного гнева. Да, злости. Не будет злости, не будет заболеваний. Мы или на себя злимся за что-то, либо на тех, кто нас выводит, либо еще на что-то. Ребята, жизнь так устроена, нужно воспитать в себе возможность радоваться. Радоваться, как я вам сегодня это рассказал. Я счастлив от того, что весна, я счастлив от того, что цветы. Я когда хочу покричать на ребенка, я начинаю всегда это делать со слов «ого». Понятно? «Ого». Вот это да. Почему люди говорят «ничего себе»? Хотите, я расскажу, почему это происходит? Дело в том, что существовал еврейский обряд. Как раз сегодня начинается, сейчас начался шаббат уже, да? Шалом шаббат, да? Сейчас начался шаббат уже, и можно поговорить немножко о евреях. Итак, существует такой, оказывается, когда евреи торгуют, то когда у них спрашиваешь что-нибудь, то они про себя говорят, когда что-то продают, произносят «все тебе», а вслух говорят «ничего себе». И тогда человек, услышав «ничего себе», обязательно все покупает. Поэтому, когда на базаре ходили и покупали что-то, говорили «ну как товар?», им говорили «товар у вас дорогой, а есть товар дешевый». И они вертели в голове «все тебе», а вслух говорили «ничего себе».
Вот такой дешевый, и после этого у них этот товар покупали. Это еврейская система такая, эзотерическая, которую обычным людям не рассказывают. Понятно? Поэтому просто так ничего себе не говорите. Говорите предварительно все тебе в голове, а после этого ничего себе вслух. Понятно? И только в том случае, если вам это нужно. А то вы, говоря просто ничего себе, ничего не получаете вообще. Да? О, что-то так много я сегодня говорю. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У дочери 12 лет постоянные носовые кровотечения. Чем можно помочь? Начал я снова лечить. Ладно, раз у нас эзотерика, нужно давать эзотерические методы лечения. А кто знает, какие эзотерические методы я даю на своей школе от лечения носового кровотечения? Есть такое. Ключик, да? Ключик. Мазь, ладно. Итак, да, ключик. Итак, первый ключик. Каким образом одевается ключик? Нужно взять замок. Этот замок повесить на любой мостик или любое место и защелкнуть его. Ключик от этого замка нужно одеть на шею, так, чтобы он между груди был. И после этого развернуть назад, чтобы он лежал между лопаток. Ключик на протяжении 1 месяца, а потом выбросить, то никогда в жизни у человека больше не будет носовых кровотечений. Никогда. Если носить вот такой ключик между ягодиц на пояснице, то у женщины исчезают кровотечения, связанные там, с проблемами матки, маточные кровотечения. Но это нужно носить гораздо дольше, не 1 месяц, а хотя бы 3. И особенность такая, если от носового кровотечения, то на любого цвета нитки, а если от вагинального, от маточного кровотечения, то ниточка должна быть желтого цвета. Другого цвета не подходит. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, эзотерический метод лечения глаз. Берете лампу накаливания 60 Вт и ставите ее между лопаток сзади, так, чтобы она немножечко светила вам в спину. После этого в темной комнате, после этого делаете вдох, представляя, будто в глазах у вас вы видите тот прожектор света, который есть сзади, между ваших лопаток. Делайте так 1 минуту каждый день, на протяжении 1 месяца вылечите любое заболевание глаз. Ого, да. У моей дочки диабет, можете помочь вылечить? Нет, друзья мои. Сейчас у нас эзотерические практики. Как эзотерически понизить высокую температуру 39,5? Сделать это несложно. Нужно представить горло, которое замерзает льдом. После этого мысленно его обстукивать, это горло, и представлять, будто этот лед обсыпается. Делать так нужно 10, 15 или 20 раз. Называется метод заморозки и нагрева. Есть он в моем эзотерическом семинаре, который называется «Эзотерическое целительство. Первая часть». Сейчас я собираюсь выпустить семинар, который называется «Эзотерическое целительство. Третья часть. Работа с полотнами». Что это такое? У человека существуют полотна, я о них буду рассказывать. Можно взять человека за голову, подержать 30 секунд, отпустить, и после этого этот человек на протяжении 1 месяца похудеет там, где вы захотите. Представляете? Только там, где вы захотите. Кто был на морском курсе, когда я делал это с вами? Саша, был? И что, Юр, получилось? Худеет там, где надо. Но она не хочет говорить, правильно? Все нормально, получается. В тех местах, в которых происходит изменение полотен, там всегда происходит похудение. Насколько активно это происходит? Без физического спорта можно это все убирать. Я очень долго не хотел людям давать эти методы. Использование неправильно этих методов, обычно люди умудряются их использовать неправильно. И вы не представляете, какое большое количество методов я просто не хочу давать. А если бы их хотел давать, то это бы настолько улучшило жизнь людям. Но дело в том, что самые эффективные, они могут быть и самые убийственные для человека. Таким образом, можно одновременно и очень быстро взять человека и сделать так, чтобы он был счастливым и жил хорошо. Но если это попадет в руки какому-то не тому человеку, то можно сделать так, чтобы этот человек и жил плохо, и мучился всегда. Понимаете, а на это я пойти не могу, поэтому я много знаю вот такого, но обычно этого не говорю, только потому что понимаю, что обычным людям это не нужно.
Даже когда человек приходит и говорит, я 7 ступеней закончил, то я обычно ему об этом ничего не говорю. Почему? И заканчивая 7 ступеней, энергетически хуже выглядят, чем люди, которые заканчивают 6 ступеней. Почему? 7-я ступень заканчивается тем, что человек отрезается от школы и вновь становится тем человеком, к которому он пришел во время поступления в эту школу. Свой путь он должен при помощи тех построенных энергетических систем, которые работают в его теле, вновь стать тем, кем он был, когда он был подключен к этой эзотерике. Представляете, да? Поэтому очень часто люди, когда заканчивают 7-ю ступень, у них происходит не дальнейший прогресс, а все думают, вот будет прогресс, а там на самом деле получается совсем наоборот. Ступень заканчивается, человек выходит и говорит, ну что ж так мне нехорошо. И 10 лет назад это начинается. Почему? Раньше ты был в школе, а теперь ты сам. И после этого нужно в себе найти вот эту внутреннюю силу для того, чтобы в себе это развить. Конечно же, я горжусь учениками, которые умудрились найти в себе силы, оставаться людьми. Это Игорь Мачаренко, там многие ребята, которые прошли 7 ступеней, которые нашли в себе силы вновь себя взрастить и снова вновь где-то развиться в определенном направлении, вот духовном направлении. Если волшебные методы помощи при климаксе есть, у нас есть препарат Келрикс. Добрый вечер, Андрей Андреевич. У моего мужа Хоббл, поможет ли ему АСД? Нет, не поможет, скорее всего. Я буду давать на эзотерическом целительстве часть 3, метод, как при помощи визуализации и движения руки убирать, и при помощи полотна убирать такие тяжелые заболевания, как заболевания онкологии. Но дело в том, что это действительно очень хорошо работает, эффективно, можно сразу же проверить, то есть утром работаете, послезавтра можно пойти и проверить. Но дело в том, что вы такого человека подключаете к себе и 129-351 день будете помогать этому человеку энергетически. И тут стоит вопрос, где вы собираетесь столько энергии брать? Где вы собираетесь столько энергии брать? И очень часто задаете вопросы, где вы ее собираетесь брать? Это нужно начинать с первой ступени, когда одеваешь резинку, по чуть-чуть начинаешь жить настоящим моментом. После этого начинаешь испытывать радость, находишь возможности объяснить себе, от чего ты ее испытываешь. Находишь в себе вот эти внутренние состояния, когда тебя просто радует это, и ты ни в чем не ковыряешься. Когда тебя радует, то в жизни все получается. Уже, наверное, это заметили. Деньги появляются ниоткуда, и дети послушные, воспитанные. Не разрешайте себе грустить, и не разрешайте себе быть злыми. Не разрешайте. Я вам скажу так. Смотрите, есть, допустим, как вас зовут? Есть Володя и есть Андрей, а между нами есть, как тебя зовут? Оля. Володя встретился с Олей, и Володя сказал Оле из-за того, что он устал или там ехал долго в поезде, он говорит, Оля, этот Дуйко, он какашка, я его ненавижу всеми своими фибрами, он сволочь, я его ненавижу, и его дети тоже какашки. После этого Оля приходит ко мне и говорит, Андрей Андреевич, Олег, Володя говорит о вас плохие слова. Он говорит, что вы какашка, ваши дети там, какашки. Скажите, нас было 3, Олег, Володя, Оля и Андрей. Скажите, кто между нами был самым, кто между нами будет больше всех, кто между нами больше всех является элементом преткновения? Не отвечайте, давайте я вам расскажу. В свое время Фауст написал такие слова. Он написал Фауст Гёте написал. Гёте написал в Фаусте такие слова. Он написал, что те люди, которые являются посредниками между людьми, они являются элементом раздора. Так вот, вы представляете, за счет того, что, допустим, Оля рассказала мне, Володя, у Оли будут жутко болеть дети из-за этого. Вы представляете, от того, что она рассказала Володины слова для меня, я начинаю переживать, начинаю там выяснять, потом с Володей мы начинаем злиться друг над другом. Так Володя бы сказал, а она бы забыла, и никто бы об этом не думал. А так его колотит, потом Олю колотит, потом меня колотит, и после этого это сделала Оля. У Оли будут болеть дети, и у Оли дети будут несчастные, но у нее они будут счастливы.
Представляете, вот это и есть самое страшное, что может произойти у человека. У вас есть дети, не будьте теми, кто передает информацию. Я очень часто об этом говорю, не передавайте информацию. Почему я против складчин всевозможных, почему я против передачи информации? Теперь подумайте сами. Передача информации – это не очень хорошая услуга, серьезно, не очень. Дальше, почему нельзя делать, почему нельзя передавать вот так вот информацию, еще немножко дальше скажу. Дело в том, что я не противник того, чтобы эта информация передавалась, но дело в том, что я делаю вот что. Существует такой метод, который называется «сделать из человека энергетического раба». В том случае, если человек начинает продавать информацию эзотерика, и этот эзотерик ничего не делает, а у него лучше и лучше идут дела, а у этого человека, который продает хуже и хуже, это говорит о том, что он попал в ловушку такого эзотерика, как я. Почему? Я с умением знаю, как это все делать, и могу даже рассказать, как вы можете это делать тоже. Хотите, я поделюсь этим секретом. У меня была такая ситуация в моей жизни. Человек работал очень долго на меня, и после этого этот человек сделал точно такой же бизнес, как у меня, через 1 метр открыл точно такой же офис, как у меня, и начал заниматься товаром точно таким же, как у меня. Он правильно сделал или нет? На самом деле он просто выживает. Почему? Он не плохой, не хороший, он выживает. Я мог его закрыть, но я этого не делал. Почему? Я знаю принцип, который называется принципом «сделать из человека эзотерического энергетического раба». Представлять, будто этот человек имеет мое лицо. И начал произносить слова, этих слов 3 я расскажу на семинаре через 1 неделю. Понятно? Приходите на семинар, я обещаю вам эти слова сказать. Когда говоришь эти 3 слова, то этот человек становится твоим энергетическим рабом до того момента, пока он занимается продажей или занимается таким же бизнесом, каким занимался ты. После этого было так. У них сколько денег они теряли, столько я зарабатывал. Представляете? Большое спасибо, низкий поклон группам складчиков, неофициально продвижением моего товара, продавая его, обменивая его. Огромное спасибо тем людям, которые занимались продвижением и продажей этого товара в виде таких сообщений, там, продажи откуда-то. У меня огромное количество энергетических рабов. Огромное спасибо им за это. Теперь, чем хуже им, тем лучше мне. Большое им спасибо, низкий поклон. Представляете, они будут хотеть, у них есть мотивация чего-то хотеть в жизни, теперь она моя. У них есть желание жить счастливо, теперь оно мое. Вы представляете, они чувствуют себя хорошо. Ого-го-го-го. Чувствую, ура. Почему? Не надо шутить с эзотериками, понимаете? Меня в этой стране и во всех остальных странах никто никогда не трогает. Почему? Да кашка-какашка, знаете, меньше трогаешь, меньше воняет. Почему? Особенность такая. Эзотериков не трогают, особенно с именем. Почему? А легче не трогать. Вы представляете? Вот просто легче не трогать. Почему? Ну, много было уже людей, я давно этим занимаюсь, уже 12 лет. Знаете, представляете, никто не трогает, хотя попытки в свое время нелепые были. А сейчас и нету даже. Почему? Так нас легче обходить стороной, мы работаем очень правильно, понимаете? Поэтому, если человек может так легко убрать за одно движение руки опухоль, то может, наверное, и наоборот сделать, но только не сделает никогда. Почему? Особенность такая. Энергия появляется только у того человека, кто может созидательно ее тратить. А когда человек не может созидательно тратить и разрушает, то он это делает так. Обижался на своего ребенка, потом говорит: ах ты засранец! Ребенка обкакиваться начал, там, в спортивные штаны или там на физкультуре обкакиваться, где-то обкакиваться ночью. После этого, ну надо же, что ж такое? Ребенок был нормальный, а после этого начал обкакиваться. Потому что ты накопила или накопил психическую энергию и после этого обозвал ребенка засранцем, да? Или в детстве ребенку говорят: ну блин, как же вот задолбал, инвалид. И после этого прошло какое-то время, ребенок стал инвалидом. Почему? У человека было много хороших событий, он накапливал психическую энергию. Потом, когда у него была яркая эмоция негативная, он эту эмоцию выстрелил в человека и поставил программу, которая в дальнейшем исполнилась. Представляете, нужно ли было это делать? Скажите, могут ли такие эмоции негативные созидать и
разрушать другого человека? Ну, могут, конечно, разрушать они могут точно. Почему-то мы со всей силы не можем вот так сказать: Боже, какой молодец, я тебя обожаю, пусть будет у тебя много счастья и денег, сынок. Но мы умудряемся: ах, какой засранец, ты смотри, придурок. Да, отличается. Здесь больше эмоций получается, и программа такая более эмоциональная. Почему человеку не свойственно, или человеческой расе не свойственно вот так эмоционально желать другому человеку счастья или здоровья? Что в нас такое заложено, или где находится это зерно, которое заставляет человека быть вот таким ненавистным, гневливым, и где-то таким вот агрессивным? Все-таки есть, да? Можно ли делать практики по записям вашим? Да. Просто у меня пока такое положение, я чувствую себя как в консервной банке. У всех бывает. В банке звучит так. Я об этом говорю на ступенях первой ступени школы Келас. Я обычно говорю: сцепи зубы, включи 33-ю скорость и беги. Серьезно. В тот момент, когда тебе плохо, сцепи зубы и начинай бежать. У меня когда-то такая ситуация была. Я перенес химиотерапию, и после этого у меня был морской курс в Крыму. Это был один из первых морских курсов в Крыму. Вот сегодня мне очередную капельницу. Я ночью сел со своими друзьями в машину и поехал в Крым. Пока доехал до Крыма, меня ночью 4 или 3 раза вырвало в машине. А утром у меня уже начали заезжать первые мои ребята на морской курс в Крыму. Это было вот как раз на последней химиотерапии. И начал я проводить этот морской курс, и утром мне нужно было осмотреть все места, где мы будем этим заниматься. Но мне было очень плохо. Поднялась температура, заболело горло, тошнота была, очень плохо себя чувствовал. В этот момент я вспомнил то, о чем я всегда обучал своих учеников. Я сцепил зубы, я бежал этот весь морской курс. Первый день было плохо, второй день было плохо, а на третий день стало хорошо. Почему? Так устроена жизнь человека. Когда тебе плохо, ты сцепишь зубы и начнешь бежать, то тогда со временем, через несколько дней тебе будет хорошо. Почему? Это и называется обрести внутреннюю силу. Вы представляете, человек обретает внутреннюю силу в тот момент, когда он через себя переступает. Таким образом, если вы переступите, перестаньте ныть, сколько это может продолжаться. Я не могу, я боюсь, этого нет, этого нет. Сцепите зубы и бежите. Я в консервной банке. Как выбраться из консервной банки? Не врать себе, не надумывать себе, сцепить зубы и бежать. Найти возможности, а не найти препятствия. Как обычно люди говорят: я бы мог, но... И начинается: но у меня этого нет, у меня этого нет, у меня этого нет. У человека есть все для того, чтобы жить счастливо. Заклинания для похудения, есть заклинания набора веса. Да, есть. Заходите в магазин, который называется спортивное питание. Или заходите в магазин, который продает крахмал, который называется крахмал картофельный. Ложки картофеля или крахмала картофельного. Добавляете туда 1 банан, в блендере взбиваете с горячей водой и выпиваете. 2 стакана плюс 300 граммов веса. Все. Скажите, сложно набрать вес? Ну вот так вообще не сложно. Правда, могу сказать, что он набирается очень быстро от крахмала. Серьезно? Не знали, да, такое? Детей раньше поили чем? Киселем на крахмале, правильно? Почему? Дети становились как пампушки такие, щекастые. А вот если кисель такой для похудения, а вот с этим сложнее оказывается, представляете? То есть, чтобы поесть, чтобы похудеть, так сложнее. Вот чтобы поесть, чтобы поправиться, так легче. Поесть, чтобы поправиться, кушайте крахмал, наберете быстро. Недавно приехал мужчина и говорит: у меня, жена его говорит, у моего мужа совершенно мертвые сперматозоиды. И говорит: у нас полностью сказали, что он стерилен, у него там ничего не живое, вся сперма мертвая, ничего не получится у нас. Андрей Андреевич, что делать? Я говорю: ну вот вы сейчас, когда домой приедете, сделайте, как я вас научу. Перед тем, как сдавать анализ, попросите, чтобы ваш муж из банки от сгущенки сделал 2 глубоких глотка. Ну, просто выпил 2 глотка сгущенки. Через 20 минут сдайте еще раз эти анализы.
А говорит, и что будет? Ну вот тогда увидите, что будет. После этого она мне звонит по скайпу, говорит, Андрей Андреевич, все в порядке у мужа. Я говорю, почему? Послушались вас, выпили 2 глотка сгущенки, после этого сдали спермограмму. И они живее, чем у живых. Говорит, все очень-очень хорошо. Понятно, почему? Особенность такая. Конечно же, когда я узнал, почему у ее мужа нету живой спермы, оказалось, что он уже 12 лет вегетарианец со стажем, знаете, у него там раздельное питание, он там больше сковородки ничего в жизни не поднимал никогда, знаете. То есть вот на него смотришь просто и видно, что он атоничный, ну и так далее. Естественно, сгущенка помогла. Родились ли у них дети? Пока еще нет. Я пью худей, сгарную фигуру 1,5 месяца, 7 сантиметров в объеме ушли. Ура! Хочу поблагодарить, что вы появились в моей жизни, когда начал беспокоиться за своим психическим здоровьем. Правда, вы говорите, что в эзотерику приходят потерянные люди, помощи искать негде, кроме замечательной науки эзотерики. Давайте еще поговорим про вегетосудистую дистонию, очень запущенная. Есть такое упражнение, которое убирает запущенную вегетосудистую дистонию. Вот здесь вот мышца, видите, если повернуться, она обычно крепится к ключице, видите, это как полосочка. Как можно стимулировать? Что такое вегетосудистая? Это спазм, который происходит на уровне сжатия сосудов с левой стороны шейной артерии и с правой. Как нужно стимулировать это все? Повернулись влево, промассажировали вот эту мышцу, после этого повернулись вправо и похлопали себя по мышцу, повернулись влево, похлопали здесь по затылку. Если так делать 2 раза в день, то убирается такое заболевание, как вегетососудистый спазм шейной артерии. Он, как правило, самый опасный, потому что именно за счет него происходят сложные заболевания. Андрей Андреевич, посоветуйте эзотерические методы, как найти свое предназначение, призвание, свое дело, профессиональное направление. Да, это легко. Я говорю вам серьезно, это вот нереально, это легко. Хотите, научу? Смотрите. Делается это так. Что может делать в жизни человек? Хотите, вас научу? С завтрашнего дня будете всем детям рассказывать своим. Итак, человек может делать только 4 вещи. Первая вещь, которую он может делать, он может предоставлять услугу. Что это такое? Помыть полы, постирать для кого-то одежду, рвать волосы, прилепить волосы, подстричь, там, зуб вырвать. То есть он может предоставлять какую-то услугу. С услугой понятно, это услуга. Ее сделать легко, да? Где можно найти, какие услуги бывают? Вбивайте в интернете услуги, которые может предоставлять человек. И читайте, какие услуги вообще существуют в мире. Там, за кем отнести, ведро подставить и так далее. Санитарные услуги, ветеринарные услуги и так далее. И читайте, какие они существуют. Второе. Или научиться что-либо производить. Это второе. Видите, первое это услуга. Услуга это еще и продавать. Просто продавать это тоже услуга. Итак, второе это научиться что-либо производить. Это немножечко улучшает состояние. А что же можно производить? Представляете, купили молоко, оно скисло, это уже кефир. Кефир дороже молока. Да. Представляете, после этого его отцедили, отжали, получился творог. Творог дороже, чем кефир. Да. Смотрите, добавили лизоцим, и после этого сварили его на сковородке, и получился у вас сыр, то это уже сыр, он дороже, чем творог. Вы представляете, уже дороже, чем творог. Ладно, взяли, пожевали таблетку левофлоксацина, смешали с водой и через шприц ввели в этот сыр с разных сторон. Положили после этого в фольгу и положили его на 4-5 месяцев. Через 5 месяцев достаете гнилой сыр с сырёными внутренностями. Скажите, да, сыр с плесенью, да? Получается, тогда сыр с плесенью дороже, чем предварительный сыр, да? Смотрите, купили молоко, сделали в итоге сыр с плесенью. Скажите, сколько денег потратили? Ну так бы вы проели эти деньги, а так вы что-нибудь изготовили. Получается, те деньги, которые человек не проел, если он на них что-нибудь изготовит, то фактически он умножает стоимость в виде своего товара. Тогда услуга хуже, чем производство. Или нет? Что-нибудь понял, что сказал? Это вы аморфные какие-то сегодня, друзья. Тогда можно сказать, что услуга это гораздо хуже, чем производство. А что можно сейчас производить?
Ну, начинаем. Эти цветы. Можно растить цветы в горшках, можно растить деревья. Дальше. Можно делать что-нибудь из дерева. Можно делать из дерева и там тысячи всего. Можно из песка, из земли, из остатков поролона, из остатков какой-то там початков кукурузы. Ну, можно делать для стройки из дерева. Можно делать сейчас количество идей, чтобы сделать своими руками, или как сделать, или организовать производство, очень большое количество. Открываете интернет, и там вот столько идей для малого и среднего бизнеса. И мыло варить, и там только нет. И крема варить, и гели варить, и шампуни делать, и губные помады можно делать, и туфли дома делать. И я вчера видел даже, и вы знаете, это правда, можно делать дома даже стеклодувное оборудование. Баллончик стоит 50 рублей, сверху штучка такая стоит на этот баллончик, горелка Кизера или Тезера, она стоит 240 рублей. И после этого стекло на улице бутылочное, оно тоже стоит сколько там денег. После этого никакого дополнительного оборудования. 2 пинцета длинных, и после этого кусок бутылки. И вы можете из этого что-нибудь на этой горелке растянуть и сделать. Сильно сложно. Может ли это пользоваться спросом? Если вы научитесь дома флаконы дуть, я их у вас буду покупать, обещаю. Почему? Не знаю, мне нравится покупать какой-нибудь барахло. Итак, продать. Сразу же вопрос. Мы что-то сумудрились сделать, а теперь не знаем, что продать. Друзья мои, Карл Маркс был в свое время прав. Он говорил людям о том, что люди придут в эпоху сферы услуг и сферы продаж. Таким образом, вы сейчас имеете Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Ютуб. И это все продается через вот эти системы очень легко. Сейчас дикие люди, эмоты прошлого, которые еще торгуют на базарах. Я не знаю, кто ходит на базары. Я хожу на базар уже, не знаю, сколько лет. Ну, уже лет 7 точно. Даже сало покупаем через интернет. Вы понимаете, сейчас все покупается через интернет. Мы обувь покупаем детям, одежду, покупаем телефоны, покупаем часы, покупаем. Почему? Зачем нам куда-то ездить? Заказал домой, тебе домой принесли, все отдали. Шоколадка понравилась, заказали, принесли шоколад. Понимаете, сейчас можно все в интернете. Сейчас можно делать бизнес, не выходя из бассейна. То есть ты просто... И сейчас, если ты что-то произвел, сделай это, и после этого попробуй это продать в интернете. Сейчас куча ресурсов, обучение уже есть бесплатное, и как продавать все бесплатно, и где найти покупателей тоже это можно найти, знаете, и это все делается достаточно легко. Считается, что, ой, нет, я в интернете не разбираюсь, тогда тебе нужно обучиться тому, как разбираться в интернете. Иначе ты так и будешь торговать пирожками в метро. Смотрите, когда тебе первое и второе не подходит, то тогда ты должен быть человеком-организатором. Я не умею хорошо делать руками, и я не умею производить. Но есть люди, которые умеют производить и хорошо делать руками. Тогда что мне нужно сделать? Найти того, кто умеет делать руками, найти, кто умеет производить, объединить этих людей между собой и после этого ими руководить. Почему? Это самое выгодное, что есть. Вообще организация – это то, что, чем должен или к чему должен стремиться каждый человек. Потому что эксплуатация. Таким образом, эксплуатируя труд трудового пролетариата, человек автоматически становится более богатым человеком. Правильно, да? Скажите, а теперь легче станет выбирать детям, если им это все рассказать? Да? Тогда какие качества у себя легче всего наработать? Вам так кажется. Потому что организатора бьют сильнее, чем всех остальных. Потому что если ты сделал, у тебя не получилось, то тебя не побьют. Если ты, допустим, руками сделал, не получился борщ, ничего страшного. Если ты постриг неправильно, ничего страшного. Но если ты организовал неправильно, то тогда ты будешь... Здесь получается, чем больше организаторская кредо, наверное, тем рисков вы представляете. Поэтому организаторы очень часто хотят жить вот такой жизнью, но больше всех получают по жопе и по холке.
Таким образом, так жизнь устроена. Вот организатор обязательно должен быть эзотериком. Почему? Иначе никак. Если вы организатор и не эзотерик, то не начинайте вообще. Почему? Без эзотерики заниматься организацией бессмысленно. Именно поэтому, когда занимались организацией страны, кто занимался? Эзотерики. Кто сейчас занимается организациями страны? Эзотерики. Почему? Где доказательства, Дуйко? На флаге. Почему на флаге там не солнышко с улыбкой и не надпись «Украина»? Почему там трезубец? Почему на российском флаге 3 полоски и орел? Почему не медведь? В Японии там, почему на долларах нарисован треугольник и там глаз? Что за мусонская ложа и так далее? Это я так шучу. Естественно, это все эзотерики. Почему? Без эзотерики управления не получится. Почему? Слушаться, ты не будешь знать, что это такое, не будет у тебя энергии правильной. В общем, лучше туда не лезть. Тем не менее, когда человек говорит, лучше организация, то я могу сказать, что нет, не лучше. Почему? У вас нет денег, после этого вы заняли у кого-то деньги, открыли этот проект, поставили администратора, набрали парикмахеров. Они все поподстригали для себя, администратор украл последние деньги, вы заплатили за аренду, и завтра вы без денег. Но у вас сразу же автоматически появляется долг. Долг автоматически заставляет вас убегать, там, вас преследует закон и так далее. Таким образом, организаторские способности без должного опыта, наверное, невозможны, а должный опыт, он возможен, если человек делает вот такие неправильные шаги по чуть-чуть и проходит, наверное, когда он пытается быть элементом, который производитель, элементом, когда он предоставляет услуги, и только после этого пытается быть еще и организатором. Вот так, мои дорогие. Скажите, вам это интересно было? Вот, да. Андрей Андреевич, а что вы знаете от идеи родовых поместий из книг Магре? Ничего не знаю. Если можно спросить, возможно ли путешествие во времени? Возможно. Возможно, путешествие во времени, я всегда это считал. Берете, как начать путешествие во времени? Значит, берете машину времени, открываете место там, где она находится, заходите, ставите дату и путешествие возможно, да. Только осталось найти, где она стоит. Я не могу подсказать, я просто не знаю, но возможно, да. Конечно, возможно. Возможно. У меня сегодня были пациенты, которые до сих пор путешествуют. Они все, да, серьезно, мне сегодня путешественники во времени были, да. Они где угодно, только не здесь, понятно, где угодно. Андрей Андреевич, у дочери желание выехать со страны, надо ли это делать? Вы понимаете, вся проблема заключается в том, что миром управляет математика. Есть такой закон математики, который звучит так. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, вы представляете? Поэтому где бы ты ни находился, если у тебя нет знаний, нет определенных качеств, то ты будешь тем же самым человеком. Я знаю бедных, которые были бедные и в Украине, и в Германии, а теперь переехали в Голландию, и там тоже бедные. Представляете? Да, бедные Голландии. Я знаю других людей, которые были богатые на территории Украины, переехали сначала в Венгрию, там стали еще более богатыми, а потом переехали в Америку. Это мой товарищ, который прям настоящий друг, который переехал в Америку и сейчас занимает позицию одного из самых богатых людей мира. Вы знаете, у меня есть один знакомый, он живет в Дубае, к нему в прошлом году ездил, он очень богатый человек. У него яхты свои, несколько домов, и вот я когда с ним разговаривал, он говорит мне, ты представляешь, я говорю, а вы сами ездите за рулем? Он говорит, у меня там 9 автомобилей, но я сам за рулем так и не научился ездить. Почему вы не научились ездить за рулем? Он говорит, зачем мне это? Если меня возят, зачем мне ездить за рулем? Я буду рядом, пусть меня возят. Вы знаете, он где-то открыл для меня тайну. Организатор во всем может быть организатором во всем. Вы представляете, это дар или это характерный принцип человека, который есть во всем. То есть есть такие люди, которые стремятся научиться и водить, а есть такие люди, которые принципиально не хотят учиться всегда или возили всегда. Почему? Особенность это вот такой вот врожденный какой-то принцип, может быть даже харизмы какой-то такой врожденный. Поэтому здесь, знаете, очень двоякое такое чувство. Кто что хочет, кто что умеет. И
у кого какие есть качества. У меня есть знакомый, мы вместе учились в школе, у него были очень яркие признаки руководителя, он пытался все время руководить. Потом со временем, когда я с ним встретился, он уже директором порта был, причем большого, я говорю, как тебе так получилось, родные помогли и так далее. Он говорит, нет, у меня просто качество руководителя, у меня хорошо все получается делать. Недавно приходила девочка, 2 или 3 месяца назад, она говорит, я не занимаюсь ни продажами, ничем, я беру тизерные сети, после этого у меня колл-центр я организовала, после этого в тизерные сети я выделила там объявление, отдала продажи там чего-то, какого-то там товара и лендинг разместила, после этого с тизерных сетей люди по направлению к этому колл-центру сделали звонки, девочки эти ответили, там записали, кому нужно отправить, деньги этим нам отправили, и после этого я эти деньги сняла и докупила новый товар, рассчиталась со всеми, кто участвовал в этом проекте. Что она сделала? Организовала. Представляете? Можно ли сказать, что у одного человека есть организаторские способности, а у другого нет? Ну, конечно, это большая задача. Не просто организаторские способности, а, возможно, видение общей картины организационной и так далее. Как найти свое предназначение? Ага, тоже есть ответ. Предназначение. Вот смотрите, родился человек, после этого этот человек прожил, и после этого этот человек умер. И после этого я смотрю на его жизнь, и у меня вопрос, в чем, я говорю Богу, зачем родился этот человек, в чем его предназначение? Хотите, я скажу, что ответит мне Бог? Он мне скажет, его предназначение было в том, чтобы он прожил. Представляете, предназначение человека заключается в том, чтобы прожить. И здесь предназначение, оно может быть 2 ключевыми элементами. Первое – прожить счастливо, и второе – прожить несчастливо. То есть это добровольный персональный выбор человека. Один человек будет восхищаться и смеяться, а другой человек будет стонать и плакать. Почему? Это их мотив, это их, даже не мотив, а, наверное, это их настройка такая. Они настроены, чтобы видеть только плохое. Есть такой тип людей, они во всем видят что-то плохое, они всех во всем подозревают, ищут во всем что-то плохое, какой-то подвох. Они не успевают наступить, уже им больно, они везде ищут вот обязательно какую-то гадость. Если человек стоит, то он обязательно какашка, негодяй, урод. Знаете, как эти бабушки, вот в наушниках пошла, да, непонятно, кто она называется, или в наушниках пошел наркоман, наверное, да. То есть это такая особенность, которая есть у некоторых людей, видеть во всем плохое и искать подвох. Есть даже история, о ней часто рассказываю. Однажды поехал во дворец, и после этого, путешествуя по дворцу, вышли из него. Один другому говорит, ну как тебе понравилось? Он говорит, везде было много пыли, а мне понравилось, везде было так много золота и картин, я еще такого не видел. Один ориентировался на то, чтобы видеть только плохое, а другой ориентировался на то, чтобы видеть что-то хорошее. Очень часто люди рабы своих собственных персональных программ. Очень часто человек начинает, находясь в персональной программе, все время в ней ковыряться и говорит, как ваши дела? Все хорошо, но у меня не получается никак зарабатывать. Как выйти из этой персональной программы? Нужно сказать себе, скоро у меня будет столько работы, что я замучусь на каждую работу выходить. Или люди часто говорят, я сколько не съем, от всего поправляюсь. Никогда не задумывались, что это за программа. А вы говорите себе, ну это только нужно себе переключить. Сейчас я буду есть, и надо же, каждый раз, когда я ем, худею на 100 грамм. Почему? Причем чем больше, тем больше худею. Представляете, такая программа будет тоже работать. Не можете не поверить, конечно. Андрей Андреевич прошел 4 ступени, посвящения 3 и 4 ступени не получал. Их нет. 3 и 4 ступень посвящения я не даю. Их нет. Посвящение 3 ступени это мантра там Рамхаум, там Намах. Посвящение 4 степени их нет. Там мантры мы читаем Ом Акасая. Там, и так далее. Андрей Андреевич, чем можно помочь женщине, которая теряет дочь? Взрослая дочь, которой все возможно дано в семье, образование, выздоровлении, в детстве и так далее. Но сейчас дочь агрессивная к матери, практически не общается с матерью, не объясняя свое поведение. Мать очень страдает. Подскажите, есть ли эзотерический метод? Да, эзотерический метод есть. Но
я хочу вам сказать, у меня есть ориентир. Мой ориентир звучит так. Я зарабатываю деньги на том, что я продаю свои эзотерические методы. Скажите, я правильно делаю или нет? Да? И я их продаю во время чтения моих семинаров. Скажите, ну, я должен зарабатывать деньги? И моя семья мне скажет: папа, мы хотим памперс. А там сейчас 2 маленьких деток, и скоро будет еще 1 маленький ребенок. И после этого я смогу им объяснить, что я просто такой вот человек, который без конца рассказывает об эзотерических методах бесплатно, с целью помощи людям. Скажите, что я должен им буду ответить? Вы работаете учителями? Вы знаете, один из методов таких, я сейчас о нем расскажу, даже не методов, а знаний, которому я хочу вас обучить. Это знание тому, что нужно себе произносить следующие слова. Нужно говорить: чем ты зарабатываешь на хлеб. Я говорю это серьезно. Когда это очень по-еврейски на самом деле, но вы должны это просто понимать. Человек говорит: я работаю учителем. Неправильно. Нужно говорить себе: я зарабатываю деньги, работаю учителем. Человек говорит: я работаю врачом. Неправильно. Человек должен говорить себе: я зарабатываю деньги, работая врачом. Я занимаюсь эзотерикой. Неправильно. Я зарабатываю деньги, занимаюсь эзотерикой. Понятно? Вот я, ребята, занимаюсь эзотерикой, я зарабатываю деньги, занимаюсь эзотерикой. Поэтому, когда вы говорите о принципиальные методы, ну что ж, я готов эти принципиальные методы выложить в своем семинаре. Данный семинар у меня есть. То, что я называю управление потоками, это то, что поможет вот этой женщине с ее дочерью. Но вы никогда об этом не узнаете, пока не пройдете данный семинар. А об управлении потоками я расскажу через 1 неделю, обо всем плохом. Ага, сейчас о голодных духах скажу. А как быть, если... Дай водички. Ну, не знаю. Он мне об этом не говорил вообще. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, а кто не верит даже в черта, назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что человек, умирая, не умирает совсем. Я вам скажу так. Есть пришествие, нету пришествия, это знаете, есть люди на Марсе, нет людей на Марсе, знаете. Об этом мы узнаем, когда мы туда попадем. Придет, мы будем готовы во всеоружии, обещаю. А пока не пришел, давайте будем жить. Потому что я не присутствовал в тот момент, когда это происходило. Он мне ничего не говорил, ну, об этом знаний никаких не имею. Книжки, которые выпускают, им не доверяю. Почему? Они много раз переводились, непонятно кем написаны и так далее. Знаете, мое мнение о христианской религии не позитивное. Но я не противник любой религии, потому что я живу в состоянии адвайты. Мне все равно. Андрей Андреевич, приобрел ваши коды, практикую их, начинается у сына зевота. Это нормально. Нужно почистить помещение. А как быть, если часто совершаются ошибки? Например, ляпнула по неосторожности, кое-что знаком врачу, он всегда помогал, а теперь перестала. И так очень часто сама себе совершаю ошибки. Вот знаете, вы сейчас мне произнесли то, что называется программой. Когда вы разговариваете с кем-то, запишите это на телефон. И потом прослушайте. Если там слова, которые вы повторяете без конца, это ваши мысли, они заставляют вас жить в одной и той же программе. Как она написала: вот у меня так, если честно, у меня всегда, и дальше начинается произнесение программы. Вот это со словами «у меня всегда». Скажите, что у вас есть в жизни, что с вами происходит всегда. Вот сядьте и для себя напишите, что есть в моей жизни, что у меня происходит всегда, в чем мне всегда не везет. И после этого скажите себе, прочитайте это и скажите: скоро у меня будет не так, как, и дальше прочитайте эту программу. Понимаете, почему? Вы же сами себе эти программы построили, потом хотите, чтобы кто-то их для вас изменил. Так вот оно, как раз время это все быстро поменять. Ух ты ж, прям эзотерические слова.
Андрей Андреевич, что вы думаете о прививках детских и не только, как врач и эзотерик? Как эзотерик ничего не думаю. А как врач могу сказать, что прививки детям необходимы, кроме прививки гепатит и инъекции от онкологии матки или шейки матки. Я считаю, все остальные БЦЖ, КПК, АЦДС и так далее, они все нужны человеку. Андрей Андреевич, можно ли лечиться с помощью эзотерики болезнь, которая атрофируется, лечится болезнь двигателя нейрона БДН? Можно. На следующей неделе я буду читать семинар. Этот семинар называется «Эзотерические заклинания от всех заболеваний». Там будет заболевание, лечение нарушения гипофизарных, гипоталамических. И там вот это заболевание будет среди, и будет специальное заклинание для лечения этого заболевания. Почему мой бизнес слабо развивается? Понятия не имею. Мой хорошо развивается, супер. Как я делаю свой бизнес, и вы научитесь делать свой. Могу рассказать. Вот у меня даже была идея такая, взять $100 и после этого показать, как можно на эти $100 заработать деньги. На протяжении одного дня или одного месяца сделать из этих $100 заработанные деньги. Вот прямо хотел это записать на видео, причем делать такое видео ежемесячно, знаете. Почему? Я не знаю, как у вас, а у меня идей невероятное количество. Зарабатывать деньги на сегодняшний день стало очень легко. Это возможность привезти запросто товары из Китая, из Германии. Это возможность продавать, ну вот вообще все, что захочешь. Там разрыхлители, какие-то эмульгаторы, не знаю, соль, там, ну вообще все требуется, это же страна потребителей. Вы живете в странах потребителей, вы что, не знали об этом? Потребители все хотят что-то потреблять. У них есть пенсии, у них есть желание, они хотят быть потребителями. Дайте им что угодно и сделайте так, чтобы это дошло до их лица или до них дошла эта информация. Это ж все несложно. Есть мантры для того, чтобы товар продавался. Есть заклинания, есть мантры. Есть заклинания, вообще деньги ниоткуда. Есть даже заклинания клад выиграть. Или клад не выиграют, или почему люди не выиграют в лотерею. Хотите, я вам скажу, выиграть в лотерею? Можете поднять руки, кто хочет выиграть в лотерею большую сумму денег? А поднимите руки среди тех, кто поднял, есть ли у вас высшее образование. Вторую руку поднимайте тогда. Скажите, если вы выиграете, то вы с каким-нибудь умом потратите деньги, да? Тогда вы не выиграете. Почему? Безумные деньги, которые попали человеку, безумные деньги нужно тратить безумно. Понимаете? Если это безумные деньги, и вы их можете потратить безумно, тогда они у вас будут. Четко мечтали в своей жизни закупить 600 гектар земли на Луне, то тогда я вам обещаю, что вы бы выиграли вот эти 6 миллионов долларов, которые бы позволили вам купить вот эти 60 сотен гектаров на Луне. И тогда бы вы осуществили свою мечту. На попавшие к человеку были бы потрачены абсолютно безумно. Поняли? Посмотрите на тех людей, кому попали эти безумные люди. Ответ такой: все эти люди их потратили абсолютно безумно. Почему? Если у человека высшее образование, он умный и он хочет на что-то потратить, то шансов у него никаких. Почему? Друзья мои, слишком умный. А если у вас хотя бы одно из высших образований, еще и не дай бог 2, то шансов вообще никаких. Поэтому дети это ерунда, знаете, дети это ерунда. Вот взрослые это уже другое дело. У меня огромное желание приехать к вам в этом году на морской курс, причем со всей семьей. Верю, что заклинания нам помогут. Ура! Америка нам поможет. Я счастлива от того, что... Ну, в общем, потерял. Было сильное пупочное обвитие. Ребенок был сильно черным. Скажите, пожалуйста, может отразиться в дальнейшем его развитии? Что предпринять? Нужно купать такого ребенка в молоке, а еще лучше в козьем молоке. Если купать такого ребенка после рождения в козьем молоке, это народный способ, то можно этого ребенка вылечить, обмывать его, а также ему чечевицей или фасолью мягкой массажировать тело на протяжении первых 3 месяцев после рождения. После прочтения заклинаний может давление повышаться, аж кровь из носа идет. Может, да, не нужно так активно, потому что вы очень сильно
Если это зависит от вашего сознания, то вы представляете, как вы накручиваете в себе энергию, что аж давление поднимается. Конечно, это нормальное правило, когда человек так хочет заработать много денег, что аж давление в голове поднимается. Почему? А здесь есть тайна, вы представляете, человек не может заработать огромные деньги, если у него есть долги. Почему? Одновременно притягивать и одновременно отдавать. Это как один кран, это кран, через который можно либо отдать, либо принять. И вы что хотите в этот кран одновременно отдавать и одновременно притягивать? Как ни странно, легче отдать сначала. Вы представляете, нужно читать мантры, если у вас есть долги, для отдачи долгов. Ну, есть такие мантры для отдачи долгов, решения вопросов, которые связаны с долгами. Вот их надо читать, такие шумы слушать. А потом уже зарабатывание большого количества денег, высокое положение в обществе и так далее. Сначала с долгами. И не привлечение в жизнь денег, а сначала долги. Вчера мне женщина писала: Андрей Андреевич, мне очень срочно надо, я очень хочу большие деньги, меня уже задолбали, буквально письмо, задолбали уже сумасшедшие долги, я не знаю, что с этим делать. Я ей пишу, ага, вот я нашел, я сейчас вам всем прочитаю. Я делаю рекламу, это не то. Меня сюда, пожалуйста, напишите, завтра меня будут вешать за долги, не знаю, что делать, везде прессуют, чтобы прочитать, чтобы все закрыть. Дайте мне слово срочно персональный шум. Я пишу, дайте мне мантру такую, чтобы у меня много денег было. Я ей пишу, вам нельзя, я вам не буду делать такой шум, который привлечет в вашу жизнь деньги. Почему? Это бессмысленно. В один и тот же кран невозможно давать напор и сразу же туда отдавать напор. Нужно сначала отдавать напор. Поэтому, если у тебя есть долг какой-то, и ты должна нацелиться на то, чтобы эзотерически убрать этот долг. Это практики со свечой, с хлебом, это практики «уходи никуда в дождь» и так далее. То есть это эзотерические практики, которые даются в школе Кайлас. Вот отрабатываешь вот эти практики, рассчитываешься с долгами, и потом начинаешь читать там обретение белой земли, это обретение там большого материального благополучия, выполнять практики, которые связаны с увеличением в жизни огромного материального и так далее. А так не получится, так не бывает просто. Андрей Андреевич, если есть дома фотоальбомы, это не навредит? Навредит. В случае, если фотографии близких людей у вас лежат все время, и они выставлены, вы постоянно на них смотрите, то это будет, скорее всего, в дальнейшем создавать у этих людей претензию по отношению к вам. Да, и висят тоже. То есть, если у вас фотографии близких, и вы на них даже периодически смотрите, то эти люди начнут испытывать к вам претензии. То есть, там мало дает денег, далее. Понятно? Неважно. А что вам... Я вообще не могу понять людей. Вы имеете близких людей, они живут с вами. Зачем вам фотографии? Вам что, мало того, что эти люди вам родные, они рядом с вами? Зачем фотографии? Нету такого. Эмоциональные моменты ежедневно должны идти. Ежедневно. Нужно идти к тому, чтобы эти эмоциональные моменты были не только по заказу. Эти эмоциональные моменты, это должна быть жизнь. Два отрезка между рождением и смертью. Все остальное должно быть сплошным наслаждением жизни. А когда я только вспоминаю, когда было, так это что, так редко? Это что, один раз в 1000 лет ребенок там поулыбался, теперь это нужно вспоминать или как? Что это за ерунда? Нужно каждый день цветы, нужно каждый день петь песни. Я вам могу показать, вот вы можете зайти на мою страницу ВКонтакте и посмотреть нашу семью. Мы дома по вечерам танцуем. Я сажу одну дочку сверху на шею, вторую дочку в кенгуру, и мы начинаем перед телевизором танцевать. Бамбей, тикет, или там синий-синий ини, лег на провода. И почему? Особенность такая, радость создается. Почему? Но нету времени грустить, жизнь слишком коротка, понимаете? Нету времени грустить, потому что эта грусть, она нас нахватывается, она нападает, потом затягивает. Полжизни человек понтуется, потом полжизни человек грустит, потом полжизни вспоминает. И только чуть-чуть это хорошие моменты. Ну а где же жизнь вообще? Где же ты жил вообще?
Получается, полжизни нужно было проводить презентацию какой ты, потом полжизни нужно было проводить презентацию своей там хорошей жизни или плохой жизни. А где же жизнь по-настоящему? И потом люди говорят, надо жизнь, прожила, а вроде как пропустила. И ничего в жизни-то и не было. Было в жизни, просто нужно, чтобы не было в жизни, нужно делать так, чтобы было ежедневно. Мне нравится женщина одна, я ее видел в Египте, она русская, она шла, на ней была белая футболка Adidas, белые штаны Adidas, белые туфли Adidas на высокой платформе, розового цвета, с теннисной ракеткой. И у нее был жуткий остеопороз, а на голове была такая прическа, как у жены Брежнева, знаете. Такая вот прическа, куда можно всунуть банку 3-литровую, знаете. И она шла с теннисной ракеткой. Сначала в одну сторону, медленно. А потом я говорю ей, а сколько вам лет? Она мне говорит, уже скоро будет 73. Я говорю, а куда вы ходите? Она говорит, никуда. Я просто чувствую себя спортсменкой. Понятно? Почему? Молодец, у нее жизнь еще, в жизни есть еще жизнь. Представляете, она хочет блистать. Я знаю других женщин, которые приходят ко мне в 60-летнем возрасте, еще молодые женщины, и после этого в черном платке с обгрызанными ногтями, знаете, там, с разорванных кроссовках, в разорванных кроссовках каких-то там. И как ваша, опа, уже, что там, уже скоро конец, там, уже готовлюсь, уже скоро пора отступать. Конечно же, женщина будет женщиной. Чем отличается мужчина от женщины? Мужчина отличается мужественностью, женщина отличается нежностью. Наверное, в этом особенность. И красотой. Правильно. Мужчина мужествен для того, чтобы, а женщина привлекательна для того, чтобы мужчина подошел к такой женщине. Мне пришла на почту рассылка, покупаешь вторую ступень, первая идет в подарок. Хорошо, что вы сказали. У нас есть сайт, этот сайт называется kailas.in.ua. Этот сайт принадлежит мошенникам. Эти мошенники являются эзотерическими моими рабами. Поэтому они пытаются распространять, и после этого у них ничего не получается. Они, конечно же, распространяют, делают мне рекламу, но зря они это делают. Поэтому можем им посострадать. Знаете, как в этом страшном фильме, может, где-то да, это мошенники. Мы не дарим вторую ступень бесплатно. Скажите, я могу в этом городе продать трехкомнатную квартиру у себя в Башкирии? Сможете, да. Скажите, при родах было сильное пупочное обвитие? Сказал. Обещаю послать $50 на следующей неделе. Скажите, пожалуйста, на 8-й неделе беременности болела гриппом. Врачи пугают, что может отразиться в дальнейшем его развитии. Что предпринять? Ничего, все нормально, ребенок нормально развится. Все в порядке, можете не переживать. Если гриппом, то на ребенке это не сказывается. Это не то заболевание, которое может сказаться на ребенке. На ребенка может негативно сказаться заболевание кожи, ветрянка, оспа, скарлатина. Это те заболевания, герпес. Это те заболевания, которые могут плохо отразиться на ребенке. Синдром иммунного дефицита, остеопороз, полиомиелит, гепатит. Ну, что там еще? Герпес, я сказал. Вот эти заболевания не могут плохо отразиться на ребенке. А грипп, ангина не могут плохо отразиться на ребенке. Это стафилококк, он обычно локального происхождения, не инфицируется и не доходит. Вы же туда не чихали, где этот ребенок, правильно? А если на заставках телефона фото близкого человека, да, он может иметь претензии? У меня на заставке тоже фотография любимой женщины. У меня фотография любимой женщины и моих детей. Они там все вместе на этой фотографии и меня. И после этого, когда я включаю, я этой фотографии не вижу. Почему? Я так привык к этой фотографии, что она просто у меня незаметна. Тем не менее, иногда глаз останавливается, я понимаю, что это часть моей жизни. Не фотография кого-то, это фотография, это, ну, как фотография нас. Когда я живу в семье, то у нас отсутствуют слова «мы», вернее, отсутствуют слова «ты». То есть у нас, когда мы живем в семье, у нас нет твои дети, там, твои несчастья и так далее. У нас есть только мы. Наши дети, наш слава, там, наши
конфеты, наша колбаса и так далее. То есть у нас только мы воспитывают. Там, недавно ребенок, я принес хамон, положил, а ребенок подбежал и весь его запхнул в рот. Я сразу же понял, что в следующий раз нужно покупать больше, потому что я купил его мало. А это был еще повод для того, чтобы я не пил вечером виски, потому что я хотел с хамоном выпить виски. Но решил, что виски мне не нужно. После этого я ему говорю, вот я бы на твоем месте так не поступал. Почему? Ведь мы это купили для всех, а съел один ты. Разве это было правильно? Он говорит, о, я больше так не буду. Молодец. В следующий раз давай думать, что это все для всех. Хорошо? Поэтому надо предложить тебе и всем остальным. Ну, где-то так. Назад нашли яйцо под чесноком. Поле это пошло на перекосяк, потерял глаз. Ой, Боже мой. Соответственно, бизнес, деньги, удачу. Второе желание супругой бросить все, продать, уехать на море по состоянию здоровья. Мне и жене уже 48, ой, Боже мой. Вредно ли менять климат? Мы живем в Туле, ужасный в плане людей, экологии. Хотели приобрести первую ступень, не получили в подарок на 8 марта. Сможем переехать в этом году? Как вы так все наломали вообще? То есть у вас до кучи все до кучи это все намешали. Причем тут поле? Что вы это поле тянете? Теперь к этому полю не можем продать квартиру. Откуда вы столько... Причем тут поле? Причем тут яйцо? Причем тут потерянный глаз? Причем тут болезни? Где вы это все берете? Людей разрушают бабки. Серьезно, не в смысле деньги, а в смысле вот эти бабки, к которым люди ходят. Пойдут к этим батюшкам, бабкам, намолят им чепухи какой-то, лишь бы только 20 рублей отработать. После этого эти люди с вот такой программой живут потом, как какие-то, я не знаю, ну, кисель какой-то, понимаете? В голове не мысли, идущие ровным каким-то таким, ровной волной, а какой-то кисель со штормом, с объяснениями, какой-то глаз, какое-то поле, воронье яйцо или там куриное яйцо. Но нашли яйцо, но не получился бизнес. У меня на 10 провалов было 2-3 хороших бизнеса. Все было в жизни. Были хорошие заработки, были плохие заработки, были такие предпринимательские действия, были такие, что-то делал, потом терял, потом снова делал. Вон сестра сидит, Оксана, было такое? Да сколько раз было, я всю жизнь свою предпринимательской деятельностью занимаюсь, всю жизнь. То золотые горы у меня, то там где-то по квартирам снимаюсь, понимаете. И всякое было в жизни, понимаете. Было такое, когда просто дарил там по 10 рублей, чтобы покушать. Это особенность жизни человека такая. Но я вам хочу сказать, самое главное условие человека звучит так. Если ты настоящий человек и настоящий предприниматель, если ты человек, который верит в Бога, говори себе, скоро будет все нормально. И живи дальше так, чтобы предпринимать. Что сразу нужно кого-то обвинить? Не выросло поле, еще одно посади. Правильно, не выросло еще одно, 10 засади, чтобы выросли, понимаете? Найми агронома, пусть землю посмотрит, может там с землей что-то не так. Я обычно говорю так, самое безумное безумие, которое решили делать люди, не занимаясь и не зная, что такое агрономия, это садить картошку. Почему? Потому что, чтобы ее посадить, нужно знать там зольность этой почвы, я не знаю, там известковность этой почвы, я не агроном, не знаю. Но наверняка там какие-то есть предпосылки к тому, чтобы там вкладывать удобрения, что-то еще делать. У меня есть друг Дима, который живет в Виннице. Он агрономию закончил, также в Америке обучался тому, как можно очень быстро по каким-то технологиям садить пшеницу и садить овес, еще что-то делать. И вот он спустя годы ни разу не вырастил ни одного поля, чтобы у него не было урожая. Почему? Потому что они делают все правильно. Берут пробы почвы, грунта, после этого исследуют, вносят удобрения, покупают. То есть там какие-то, которые там где-то на поле и так далее. Ну что с вами? Нужно к бизнесу подходить не сгоряча, не с верой, что в надежде, а вдруг оно там получится, да. Это что, любое яйцо должно сломать мне бизнес? Вот представляете, захожу я сюда в офис, кстати, у нас в офисе здесь тоже было все. Мы находили, что мы там находили на потолке? Яйца какие-то, да?
Понятно. Класс. А что, пусть. Видите, если бы я так всего боялся, то, наверное, это все бы происходило. Как убрать мозоль у ребенка 7 лет на ножке, на подошве? Заранее благодарю вас. Приклейте к этому мозолю лист, разжуйте лист каланхоя, положите в носок и скотчем к этому мозолю приклейте и оденьте сверху носок. Также всегда знайте, что проблема данного мозоля кроется в том, что у ребенка, скорее всего, гипофункция щитовидной железы. Надо лечить щитовидку. 3 года назад нашли яйцо, понятно. Значит, мой муж собрался ехать на заработки. Скажи, стоит ехать? Да, пусть едет. Итак, сейчас будем делать посвящение уже начало 8-го. Моя дочь на 17-й неделе, ее высыпало прыщами. Врачи сказали, что аллергия беременных. И что и такое существует. Как можно облегчить состояние? Ну, тавигил можно попить, ничего страшного. Череду можно с крапивой. Берете череда крапива по столовой ложке, мешаете и после этого пьете. Так. Итак, у нас сегодня будет посвящение в первую ступень, и я хочу ответить на ряд вопросов, которые связаны с посвящением. Сейчас. Хочу зайти на определенный клуб, который называется клуб CDS-складчик. Также я хочу открыть форум, который звучит как форум по эзотерике. Сейчас введу сюда обсуждение Дуйко. Итак, сейчас, секунду. Итак, акция по шумам с надписью «Все штурмы эвакуационных пакетов будут доступны для скачивания на ваш компьютер, ни слова о плеере». Вот это и противоречие настораживает. Сам Андрей Андреевич говорит, что нужно быть правдивым, бесхитростным. Интересно, как он объясняет такую нестыковку. Рассказываю. Дело в том, что... дальше пишет человек. Он даже объяснять не будет, ему все равно. Это для него бизнес и создание своей империи. Да. Он уже и БАДы, и духи запустил в свои продажи. Да, так и есть. Итак, почему я начал продавать? А я вам хочу сказать, что я не начал продавать. Это начали продавать компания kailas.in.ua. kailas.in.ua. Вот этот kailas.in.ua это не Дуйко, поэтому не лазьте туда. Я не ищу сотрудников, мне не нужны сотрудники в школу Кайлас. Там письмо прислал мужчина. Ну что, я уже могу считаться твоим сотрудником? Мне ответили письмо, когда мне и куда выходить на работу. Каким сотрудником? Мне ничего не интересно. Мне в школу не нужны сотрудники, мне не нужны маги, чародеи, колдуны, целители и все остальное. Мне это не интересно. Сори, совершенно не нуждаюсь. Им это нужно, пожалуйста, к ним можете устраиваться, их скоро закроют. Ступени приобрела старую версию, все занятия вырезан кусок построения ваджарного серечного котла, рассказывает о котлах, дает построим все вместе и так далее. Присутствуйте на 4-й ступени. Покупайте семинары не на складчинах, а покупайте семинары только на сайте duiko.guru. Таким образом вы сможете получить достоверную информацию и запись в полном масштабе. Вся особенность заключается в том, что я могу объяснить, почему человек находится в состоянии невезения и почему и как он может перейти в состояние везения. Об этом я буду говорить на семинаре, который пройдет через неделю. Это семинар, который будет посвящен потокам и полотнам. Это специальные системы такие, которые разработаны специально для людей. Я буду рассказывать, как работать при помощи вот таких потоков и полотен. Также буду рассказывать, как не совершать ошибки. Информация будет не та, о которой я говорил на морском курсе. Андрей Андреевич, смогу ли я продать в ближайшее время магазин? Да.
Андреевич, ранее попадалась информация, что там пишет женщина о том, что ранее попадалась информация, когда женщина говорит, мой ребеночек, и это отсекает от ее отца или от рода отцы информацию, что делать этого не стоит. Вы знаете, я, конечно же, не имею права говорить о информации, которая есть в интернете, и о тех людях, которые эту информацию достоверно пытаются продвигать. Но я хочу сказать вам минусы. В минусах вот конкретно хочу сказать и предостеречь. Первое. Влияние рода на жизнь человека невероятно преувеличено. Все это не имеет такого сильного значения для обыкновенного человека. Гораздо сильнее имеет значение мотив. То есть чем больше мотив у вас чего-то достичь, тем больше вы будете чего-то достигать. И вам в этом род точно умерших людей не поможет. Люди почему-то думают, что там люди, которые умерли, это их род, может им чем-то помочь. Какой-то невероятной силой. Какой силой? Какой силой? Не надо заморачиваться, никакой силой, никакой род вам там не поможет. У меня род тракториста и уборщица. Знаете, мне что он очень сильно помогает. Каким это образом? Почему тогда остальным в моей семье это не помог? Почему? Это что, нас 7 детей, одним, значит, род дал, а другим не дал. Тех, кто почитал, тем и дал. Я вообще никогда не почитал. Знаете, почему же мне так везет? Вообще странная аномалия какая-то. Знаете, в церковь я не ходил, в синагогу не ходил, в мечеть я не ходил, представляете, никогда Богу не молился, при этом я не болею. При этом мне везет в жизни. Жена у меня хорошая, дети у меня хорошие, в бизнесе мне везет. Что такая аномалия, знаете, получается. Получается, те, кто очень сильно верит, тех, кто там родом своим постоянно об этом роде думает, те, кто в это все время вкладывает деньги, там, работает над этим, у них не получается, а у меня этим получается. Вернее, наоборот получается. Итак, зачем я это все вам говорю? Друзья мои, обращайте внимание на то, у кого вы занимаетесь эзотерикой. Посмотрите вы на этих бородатых, страшных мужчин, которые то кричат, то плачут. Все это такое, там одного видел недавно, он рассказывал, я расскажу вам об узелках кармы, плохих узелках и хороших узелках. Все это такое. Татьяна Апина, или как ее там звали, Ирина Апина, или как ее, Апину как звали. Алена Апина, узелок завяжется, а узелок развяжется. Я вам буду развязывать узелочки и завязывать узелочки. Что за ерунда вообще? Какие узелочки? Никто не знает, я вам сейчас расскажу. Нарисовал после этого вот такую трубу, вот здесь вот дух, вот здесь вот душа, вот так вот человек, он отсюда оп-оп, вот так вот душа духом, за душой. Ну хорошо, теперь я это знаю. Как мне применить эту информацию? Зачем мне та информация, которая превращается в мусор в моей голове, как мне ее применить? Я понимаю моделирование какое-то информационное, там, математическое. Тогда, если это происходит именно так, дай тогда математическую модель, чтобы ее можно было куда-нибудь всунуть потом. А так, вот нарисовать трубу, это душа, это дух, как проверить? Где тогда математика, где физика в этом? Как я могу этому доверять? Я вообще очень часто считаю, что те люди, которые проводят вот такую эзотерику или занимаются вот такой нехорошей философией, они приводят просто к очень плохим состояниям людей. Лучше было бы без этого, серьезно. Лучше было бы, чтобы люди этим не занимались. Потому что я вижу людей, которые несчастные. Посмотрите на того человека, который обучает вас эзотерике. Я счастлив в своей семье. Кто был на морском курсе? Видели, как я все время обнимаюсь с женой? А кто-то когда-то видел, чтобы я там ругался? Вы думаете, это только на морском курсе? Оксана, у нас вне морского курса так происходит. О, видите, вообще, сколько лет живем, все в обнимку спим, понимаете, приятно, вообще приятно. А дети, у меня вчера Маша вечером поцеловала 30 раз. Я ее посадила, она вот, у нее там порыв страсти была, я потом уже говорю, Маша, хватит уже, уже все, уже не хочу. А изнасиловала меня своим Вы понимаете, это счастье. Счастье, когда получается в бизнесе. Счастье, когда ты здоров. А знаете, самое приятное, вот в чем. Самое приятное заключается в том, что у тебя все есть, все здоровы, ты очень счастливый, и деньги у тебя есть, и ты еще молодой. Бог любит тебя, понимаете. И в этот момент понимаешь, что жизнь не только
удалась. Она удастся еще и дальше, вы представляете? И понимаешь, насколько приятно и насколько счастливо. Чем ее можно омрачить? Начинаешь читать вот этот маразм эзотерический, который там выплескивается в виде отсоса из первой чакры, извините. И после этого начинаешь шокироваться от того, что же можно в человека заложить, какой-то маразм. После этого я встречаю людей. Вы занимаюсь эзотерикой, уже занимаюсь 10 лет, но на эзотерике нельзя заработать деньги, поэтому я работаю там в столовой. Так что это у тебя за эзотерика? И семьи у меня нету, и вот нога у меня болит, и там и зубы у меня гнилые. А сколько тебе лет? 43. Я говорю, помнишь, это вам лет, там, помнишь этот с бельмом на глазе, старый дед приходил. Я говорю, сколько лет? Он говорит, ну в этом году я уже перейду рубеж 40-летний. Я говорю, сколько 40-летний? Я говорю, ой, боже мой, это что ж такое в вашей жизни было, что вы только 40-летний рубеж, а уже выглядите как 100-летний? Почему я так говорю? Ребята, обращайте внимание на то, у кого вы занимаетесь эзотерикой. Это важный аспект. Это важно. Обращайте внимание на то, состоялись ли это люди. Почему я показываю, почему я сказал или еще сделал духи, вот как написали, еще духи сделал и делают свою империю. Так это же доказательство тем людям, которые занимаются в школе, что можно всего достигать. Что в этом плохого? Это очередная 101-я империя, которую я строю. Понимаете, очередная 101-я. И построю после нее еще 100. И буду старым дряхлым дедом и где-нибудь в Китае закажу еще что-нибудь. Понимаете? Для того, чтобы потом продать кому-нибудь в Голландии. Возможно, буду заниматься гольф какими-нибудь площадками, я не знаю. Возможно, даже, я не знаю, там, что, куда я улечу, знаете, и что со мной будет, неизвестно. У меня сейчас желание есть, я хочу начать рисовать. У меня есть уже первые картины, которые я там понарисовывал в своей жизни, живописи. Красивые получились. И это где-то кто-то видел, говорит, что даже неплохо. Знаете, отличная идея, рисовать просто много, можно 2 руками. Вы понимаете, это тоже может быть дальнейшим бизнесом. Понимаете, почему? Так я же и говорю, жизнь это творчество, творите, пожалуйста. Кто вам мешает? Я творю, я сделал школу эзотерическую, потом сделал БАДы, теперь делаю духи. Ну да, и правильно, и вас к этому призываю. И хотел бы, чтобы вы тоже занимались чем-то подобным. Чем? Я не знаю, можно много... Если вы начнете делать БАДы и выпускать духи, я начну делать еще что-то. Я говорю это серьезно. Я умею играть на ряде музыкальных инструментах, на баяне, там, на пианино, на трубе. Мне это очень нравится. Единственное, что я петь не могу хорошо, это у меня от отца передается. Тем не менее, могу сказать, что зачем это нужно было мне? Вы представляете, это творчество. Человек должен быть творческим человеком. Творчество – это подвижность сознания. Как же человек может быть кем-то другим, если он такой же, как все? Тогда творчество и создано для того, чтобы человек отличался, потому что одним людям нравится вот это, а другим людям нравится эксклюзивно вот это. Они начинают думать об этом, это творчество заставляет этих людей самих творить. Конечно же, я за то, чтобы люди видели, что руководитель их направления занимается профессионально бизнесом. Он не зарабатывает деньги только исключительно на школе Кайлас. А для меня это принципиально было. Почему? Я принципиально не хотел закрывать бизнес и принципиально хотел продолжать заниматься бизнесом и при этом развивать школу Кайлас. Ну, никто не мешает, пожалуйста, открывайте свою школу, открывайте свой бизнес, старайтесь делать так, как делает ваш учитель. Окей? Окей, я за, вообще 2 руками. Только ничего не получится. А почему не получится, могу объяснить. Потому что в бизнесе присутствует принцип, он звучит так: не повторяй. Не повторяй. Это принцип бизнеса, не повторяй. Да, делайте новое, будет получаться. Делайте, как все, повторяйте, ничего не будет получаться. Откройте такое же, как у ваших знакомых, можете сразу же закрывать, ничего не получится. Потому что вы хотите быть этими знакомыми, а не делать какой-то свой персональный бизнес. Не повторяйте. У меня есть принцип жизни, он звучит так: я не повторяю, как живут люди, я не повторяю, как живет социум, мне все равно, кто как питается, я не повторяю, когда нужно спать, во сколько просыпаться, как нужно относиться, я живу так, как мне комфортно, я живу так. Мне все равно, как мужчины относятся и должны относиться, как женщина относится и должны относиться, какие должны быть дети, как ребенок должен обучаться и не обучаться, все равно.
Почему? Я хочу, чтобы было все по-моему, как я хочу. Как хочет моя семья, как хотят мои дети, вот так вот и живу. Почему? Помните, не нужно прогибаться под изменчивый мир. Андрей Андреевич, можно попасть на личный прием в вашем офисе во вторник и в пятницу принимать? Подскажите, когда я встречу свою любовь? А теперь начинается насилование Андрея Андреевича. Выйду я, брошу ли я курить и так далее. Знаете. Подскажите, когда я встречу свою любовь и так далее. А сейчас Дуйко ответит на все проанализирует каждого, просмотрит и скажет, когда он встретит свою любовь и так далее. Итак, дальше помощь бедным. Дуйко выходит на улицу. Это же, знаете, сейчас это так и выглядит. Я вышел на улицу, сел на табуретку, стоит 11 тысяч человек. И каждый начинает кричать: выйду, когда я выйду замуж? Я говорю: скоро выйдешь, через 2 месяца, 4 дня. А я продам квартиру, продашь. И зачем мне это? Испытывая от жизни состояние радости и удовольствия. Теперь я должен эту радость и удовольствие потратить на то, чтобы кому-то предсказать вот такую судьбу. Зачем? Зачем? Зачем мне это? Отлично, да. Было не вынашивание и потери ребенка, а теперь немного страх за следующую беременность. Как можно этот страх убрать? Вы можете вынашивать, все будет хорошо. Еще нет погашен долг перед банком. Можно читать коды и заклинания на привлечение клиента, увеличение дохода. Можно. Заклинание все. Ой, это вы скопировали и 5 раз отправили. Где увидел? Значит, про голодных духов расскажу. У нас будет на этой неделе, которая будет семинар, который называется «Убирание голодных духов». Мы этот семинар, скорее всего, сделаем по $5 и проведем вот такой семинар в течение, там, может быть, в среду, там, с 5 часов или там, с 6 часов и до 9 часов, там, 5 или $10. И для этого семинара нужно будет, или $20, посмотрим, какое будет настроение. Итак, что для этого нужно будет? Нужно будет находиться в своей квартире, положить перед собой пеленочки тех детей, которые предварительно были не похоронены, да, которые были абортированы. И после этого положить с левой стороны конфетку, с правой стороны погремушечку. И когда я скажу покапать масло пачули сверху на эти пеленочки, и в тот момент, когда я скажу, выйти на 10 минут, 7 минут из комнаты. После этого закрыть дверь, и я проведу обряд убирания вот этих голодных духов. По каждому ребеночку одна погремушка, одна конфетка. Заявки вы можете написать Александру Клименко, он сейчас помогает вести данный вебинар. Итак, что такое получение посвящения в первую ступень школы Кайлас? Человек или человеческое сознание так устроено, наше сознание находится у нас в голове. Из-за того, что наше сознание сжимается, оно сжимается за счет того, что у человека много событий прошлого, и сжимается за счет того, что человек без конца о будущем, его сознание сжимается, и он перестает чувствовать жизнь в виде счастья. Сейчас. Это как сейчас, это мгновенное счастье, мгновенное, сейчас, ежеминутное. И многие люди, имея такую возможность получения счастья ежесекундно, ежеминутно, теряют ее и в дальнейшем переключаются в состояние, при котором счастья нет вообще, они ныряют или нырцы то в прошлом, то в иллюзиях, то в прошлом, то в иллюзиях, то в прошлом, то в иллюзиях поели. В иллюзиях, то в прошлом, то в иллюзиях поспали. То в прошлом, то в иллюзиях, то в прошлом, то в иллюзиях поговорили. И были тоже то в прошлом, то в иллюзиях. Таким образом, человек запутывается, и он теряет мгновение настоящего момента, оно у него сжимается, он не может никак из него выбраться. Для того, чтобы вот иметь возможность выбраться, человеку необходимо провести посвящение. Как оно проводится? Человек закрывает глаза, и за счет того, что когда человек ставит вот так вот палец перед собой, то у него автоматически появляется энергетическое продолжение направления.
То есть если человек ставит палец вот так вот возле своего лба, то у него от пальца начинает автоматически выходить энергия. Немножечко торчит от пальца вверх. И человек делает вдох и тыкает себя в лоб. Что он делает? Пелену мает, то есть вот этот бублик, который как шар в нашем сознании, и выгибает его так, что он упирается на заднюю энергетическую оболочку нашего затылка и как бублик разворачивается. То есть он раньше стоял, наше сознание раньше стояло вот так, это восприятие настоящего момента, а когда мы его вот так проталкиваем, то оно вот так разворачивается, отодвигая пелену прошлого и отодвигая пелену иллюзий. И это сознание, оно расширяется за счет этого, и у человека появляется возможность воспринимать мир в настоящем моменте. Выглядит это посвящение, понятно? После этого человек говорит, клянусь прожить, не так, он говорит, мой путь белый свет. Почему? Потому что человек хочет жить светло, и он выбирает такой путь, при котором радости в настоящем моменте будет больше, чем страданий от прошлого опыта и неисполненных разочарования от неисполненных мечтаний. Итак, для тех, кто уже можете делать еще раз. Сколько его можно делать раз? Да сколько хотите, это все безопасно. Если делать каждый день на протяжении 365 дней, 351 дня, всего человек поумнеет. Ставим указательный палец. Кто хочет, ставим указательный палец правой руки перед своим лбом. Делаем вдох. И не закрывая глаза, дотрагиваемся к лобику. Делаем выдох. И закрываем глаза, убираем ручку. Левый закрывай глаза. Закрывай глаза. Левый глаз смотрит в левую сторону, правый глаз смотрит в правую с закрытыми глазами. Закрывай. Левый глаз смотрит в левую сторону, правый глаз смотрит в правую. Немножечко вверх. Убирай палец. Убирай. Уже протолкнул. Убирай палец. Закрывай глаза. Левый глаз смотрит в левую сторону, правый глаз смотрит в правую сторону. Представляем, будто ничего не представляем, а смотрим, появляется ли ощущение, как будто там объем перед глазами. Делаем вдох и делаем выдох. И пальцем к колбу прикоснулись, делаем выдох. Палец убрали, глаза закрыли. Левый глаз смотрит в левую сторону, правый в правую сторону. А вперед смотрит ваше сознание. Делайте вдох и выдох. Ставьте еще раз палец, делайте вдох. До лба дотронулись, делаем выдох. Глаза закрыли. Левый глаз смотрит в левую сторону, правый глаз смотрит в правую. И видим свое сознание. Делаем вдох и делаем выдох. Открывайте глаза. Смотрите, когда вы смотрите левый глаз в левую сторону, а правый глаз в правую, то вы видите объем вашего сознания. Это как смотреть в небо. Когда человек смотрит в небо и его видит, то он может что-нибудь там поменять. А облака он может там видеть? Наверное, может. Поэтому, когда вы смотрите туда, то вы смотрите просто как в небо своего сознания. Там объем, и он такой, как глубина, как небо, очень далеко. То есть вы ничем, ни сознанием, ни мыслями, ничем не можете ничего там сделать. Понятно? Поэтому мы можем только продвинуть или очистить сферу сознания так, чтобы эта сфера сознания очистилась и стала более расширенной, более глубокой. И я должен произнести слова «Ваш путь – белый свет», что обозначает, как бы вы ни были ориентированы на что-то плохое в жизни, верьте в то, что скоро будет хорошо. Поэтому на этом конец. Итак, ура, поздравляю вас. Можно будет лечить людей после семинара. Что это значит? Спасибо. Зачем возмущаться? Просто не отвечаю. Я начали учить уже. Вот так Дуйко решил прийти для того, чтобы бесплатно обучать, и после этого его же начинают обучать. Видите, даже есть. Ступень. Можно проводить панчакарму, пожалуйста. После развода женщина лучше взять обратно свою дочеру, что я считаю, что женщина как элемент доверия своему мужчине должна брать фамилию мужчины. А вообще выбор фамилии целиком связан с вот этим понятием рода. В случае, если у мужчины в роду были все хорошие, успешные, благородный род был,
все были богатые, состоятельные люди, то тогда стоит брать его фамилию. А в случае, если были все, ну, непонятно кем, много людей умерло от психических заболеваний, там без конца люди разбивались на машине, и было невезение у всех родственников, там один заикался, другой там болел чем-то, у третьего онкология, фамилию этого рода не принимают. Понятно? Естественно, если у вас и первое, и второе плохо, тогда выберите фамилию мужа, и у вас будет шанс сделать так, чтобы ваш род все-таки стал более, ну, энергетически мощным, наверное, и поддерживал всех остальных. Дело в том, что род формируется прямо сейчас. Каким образом? Откуда это взялось? Английская императрица когда-то в журнале Times сказала такие слова. Она сказала, у нее спросили, почему вы стали королями? Есть ли вообще информация о том, как короли стали королями? Она сказала слова. У нас есть тайна в нашей семье. Каждый, кто живет в нашей семье, хочет немного больше сделать для своего потомка, чем для себя. Представляете, люди королями стали, потому что они для своих детей хотели делать больше, чем они делали для себя. А я очень часто слышу от людей вот что. Главное, нам еще пожить нужно. Главное нам, а детям уже как придется. Понятно? А видите, у королей, видите, у них все есть. Тогда на пути к тому, чтобы помогать своим потомкам, мы делаем очень благое дело, делая энергетически сильным свой род. Понятно? Скажите, сегодняшний вебинар был полезен? Понравился? Вы нашли для себя какие-нибудь идеи жизненные? Есть ли ответы на какие-нибудь вопросы? Может быть, не животрепещущие? Ну, давайте тогда на этом завершать. До свидания. Давайте ждать следующего вебинара. Все, до свидания. До свидания. Да. Все, до свидания. Рад был вас всех видеть. До свидания всем, кто участвовал сегодня. Ребята, не уходите, я забыл. Приглашенный человек, и этот приглашенный человек, вот сюда, можете сесть. Приглашенный человек сейчас сыграет специально для нас всех, сыграет на гитаре. Вот. Я сейчас направлю камеру. Вот так, стульчик. А можете вот так назад пересесть? Здравствуйте. Меня уполномочили передать привет и благодарность за все хорошее Андрею Андреевичу из Каменца. Подвыскал. Там сейчас должен тоже человек 25 смотреть вебинар. Вот, уполномочили меня передать благодарность и спеть песню. Вот ведь надеюсь. И стих еще. Спроси себя, мой друг, сейчас ты в благости? Если да, тогда окутан ты в влаге тихой радости. И светом истины ты озаряешь все вокруг, ликуй, мерзкие случаи. Лучший друг. А если нет? Не в благости сейчас ты пребываешь, значит, глупостью своей переносной свою же душу отправляешь. И все их драм, ненужных суеты. А ты глазами видишь только молитву. Но кому-то такое в радость, ты каждый сам себе судья, но если все же в жизни ты говоришь, ты благость, ты дал себя в глупость. Вопрос второй. Здравствуй, человек никто, здравствуй, человек никто, делающий ничего, делающий не для того. А просто здесь сейчас, пребывающий здесь и сейчас, просто здесь и сейчас, пребывающий здесь и сейчас. У Бога нет других, кроме твоих рук. Помни об этом и просто знай, каждый видит твой друг. Просто быть здесь и сейчас, просто быть здесь и сейчас, просто быть здесь и сейчас. Наша миссия нам известна, надо защитить ее от ума.
Истина идет через сердце в данном моменте, здесь и сейчас. Просто быть 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 здесь и сейчас. Для волнения времени. Если ты здесь и сейчас. Для проблемы места нет. Если ты здесь и сейчас. Просто здесь и сейчас. Просто здесь и сейчас. Просто здесь и сейчас. Просто здесь и сейчас. Хочу себе и всем подарить. Я ключик от решения всех вопросов. Все, что происходит в данный момент, на самом деле является просто быть здесь и сейчас. 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 На світ, а сонце завжди буде. Прокинуся вранці, зустріну його. Тут здійму до нього високо угору. Хай розкаже мені, чим всесвіт живе. Доброго ранку, сонце. Ой, день глибиною і змістом, чашу вселенських щедро наповни сповна, і крізь мене пролить життя це чудове намисто. Радість мені на благо всім. Доброго ранку, сонце. Доброго ранку, сонце. Знала моя рідна, ми зустрілися вчасно. Торкнувся погляд, все стало ясно. І злились наші пари в єдину хмари. І живеться нам добре, і вліткує взимку. Доброго ранку, сонце. Доброго ранку. Доброго ранку, сонце. Дзвінком після сонячних барвів, і звістку хорошу світ понесли, що покрили планету радісні куточки, в любові столи, прекрасні сади. Доброго ранку, сонце. Доброго ранку. Доброго ранку, сонце. Доброго ранку. Ура! Ну все, спасибо. Еще одну песню. Ну, давайте. И буду считать, что мы все. Вокруг
ясные глаза. И, конечно, живые от весны и до весны. Ее эфир для меня желанный, я жду ее как чудо, и она дает мне силы верить, что настанет однажды день, душе весна. Понимаю, растает, и на земле будь добры, будь на земле рассвет песней своей эту мечту я разнесу по свету, будет до нас ветром лететь, и верю воплотиться. И на ладонях птицы будет свободно петь. И даже если солнца нет свет, я укрываю светом звездной ночи, и на любой вопрос и небо не прошу, чему помочь, я тоже не жалею никогда. И в будущее верю, как и прежде, пока моей мечты горит звезда. В сердце живет надежда, что на земле быть добры, быть на земле рассвет песни своей мечты. Я разнесу по свету, будет она ветром лететь, верю воплотиться. На ладони птицы, и на ладонях птицы будут свободно петь. О, спасибо. Сейчас мы вам подарим подарок. Большое спасибо вам, от нас подарок. Введение в эзотерику школы Кайлас. Книжечка вот такая. Мне говорили, что Андрей Андреевич очень хороший человек. Обязательно передать ему привет, сказать, что любит в Каменцево. Спасибо. А теперь я тоже убедился в этом лично. Спасибо. 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 Все, до свидания.